Лев Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Москва. ТО «Мишель и Компани», 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Толковый словарь понятий и терминов, используемых автором. Вступление. Мой голос. Введение. О чем пойдет речь и почему сие важно. Часть первая. О видимом и невидимом. О полезности этнографии и трудностях, подлежащих преодолению, природа и история, а есть ли этнос. Часть вторая. Свойства этноса. Этнос и этноним. Мозаичность как свойство этноса. Этнический стереотип поведения. Этнос как система. Субэтносы. Суперэтносы. Алгоритм этногенеза. Этнические контакты. Часть третья. Этнос в истории. Мысли о всемирной истории. Мысли об этнической истории. Часть четвертая. Этнос в географии. Перевернутая задача. Роль сочетания ландшафтов. Становление антропогенных ландшафтов. Взрывы этногенеза. Часть пятая. Природа внутри нас. Этнос и популяция. Филогенез или онтогенез. Когда бессмертие ужасней гибели. Сумма противоречий. Часть шестая. Пассионарность в этногенезе. Этногенный признак или фактор X, образы пассионариев, пассионарное напряжение, субпассионарии, затухание пассионарности. Часть седьмая. Мост между науками. Поле в системе, природа пассионарности, пассионарность и сфера сознания. Часть восьмая. Возрасты этноса. Способ научного поиска, фазы пассионарного подъема и перегрева, смещение, фаза надлома, фаза инерции, фаза обскурации, после конца. Часть девятая. Этногенез и культура. Отрицательные значения в этногенезе. Биполярность этносферы. Послесловие. Конец содержания. Толковый словарь понятий и терминов, используемых автором в своих работах. Аберрация близости. Преувеличение грандиозности недавних событий сравнительно с более ранними. Аберрация дальности. Расплывчатость далеких явлений, что создает ложное впечатление их незначительности. Аберрация состояния. Восприятие наблюдателем динамики долгоидущего процесса как совокупности статических состояний вследствие кратковременности восприятия процесса человеком. Адаптация в этногенезе. Приспособление этноса к ландшафту, происходящее путем выработки новых стереотипов поведения. Актуализм. Ощущение времени, при котором настоящее воспринимается как единственная объективная реальность. Аннигиляция. Распад на субатомном уровне с необратимой потерей световой энергии, уходящей в межгалактический вакуум. Антисистема этническая. Системная целостность людей с негативным мироощущением. Аттрактивность. Влечение к абстрактным ценностям истины, красоты и справедливости. Бездна. Пустота или вакуум, не являющийся частью материального мира. Биосфера.
Оболочка Земли, состоящая из живого вещества и продуктов его деятельности, обладающая антиэтропийными свойствами. Биохимическая энергия. Энергия живого вещества биохимическая. Биполярность. Возможность развития систем в двух направлениях, либо к усложнению, либо к упрощению с лимитом в вакууме. Вакуума нулевые колебания. Мгновенный процесс возникновения и уничтожения виртуальных частиц в вакууме, пустоте. Вариант этнического контакта. Различия в способах взаимодействия этнических систем. Воля. Способность совершать поступки согласно свободно сделанному выбору. Время историческое. Процесс уравнения энергетических потенциалов между элементами этносферы, нарушаемой пассионарными толчками. Гармоничные особи. Особи, пассионарный импульс которых равен по величине импульсу инстинкта самосохранения. Генетический дрейф. Явление рассеивания пассионарного признака путем случайных связей, обычных во время войн. Геобиоценоз или биоценоз данного региона, законченный комплекс форм, исторически, экологически и физиологически связанный в одно целое общностью условий существования. Деяния. Поступки, являющиеся результатом свободного выбора, сознательной деятельности человека, в отличие от явлений. Диахроническая шкала. Система отсчета времени от пусковых моментов различных этнических систем для их сопоставления по фазам этногенеза. Дивергенция этническая. Распад этнической системной целостности с потерей ощущения комплементарности на заданном уровне этнической иерархии. Динамическое состояние этнической системы. Такое состояние этнической системы, при котором вследствие пассионарного толчка колебания биохимической энергии, пассионарности, приводят к смене фаз этногенеза и активному преобразованию этноландшафтной среды, в отличие от гомеостаза. Дискретность этнической истории. Прерывность причинно-следственных связей, определяющая начало и конец любого из этногенезов. Идеал. Далекий прогноз, иногда иллюзия. Императив поведения. Идеальный принцип отношения этнического коллектива к индивиду. Господство этого принципа в стереотипе поведения этноса связано с фазой этногенеза или сменой фаз. Императив поведения негативный. Стремление к упрощению системы. Императив поведения позитивный. Стремление к усложнению системы. Импульс инстинкта. То же, что импульс поведения инстинктивный. Импульс поведения инстинктивный, инстинкт. Врожденный поведенческий импульс, направленный на личное и видовое самосохранение. Импульс сознания, эгоизм, требующий, в отличие от аттрактивности, для своей реализации рассудка и воли. Инкубационный период. Часть фазы подъема от момента пассионарного толчка или начала генетического дрейфа до появления этноса как новой этносоциальной системы. Инкубационный период скрытый. Та часть инкубационного периода, когда рост пассионарного напряжения не приводит к фиксации событий истории современниками. Инкубационный период явный. Та часть инкубационного периода, когда рост пассионарного напряжения уже вызывает фиксацию событий современниками, но еще не приводит к этнической дивергенции и появлению новой этносоциальной системы. Истинность.
Суждение, адекватное заданной сумме наблюденных фактов, где погрешность не превышает заданного допуска. Историческая судьба. Цепочка событий, каузально связанных их внутренней логикой. История антропогенных ландшафтов, история взаимодействия общества и природы через механизм этнической системы. Комплементарность положительная, отрицательная, ощущение подсознательной взаимной симпатии, антипатии особей, определяющее деление на своих и чужих. Конвексия. Группа особей с однохарактерным бытом и семейными связями, низший таксон этнической иерархии. Консорция. Группа людей, объединенных часто эфемерно одной исторической судьбой на короткое время. Констелляция в суперэтносе, сходство тенденций развития этносов в пределах суперэтносов вследствие происхождения от одного пассионарного толчка. Ксения, буквально гостья, вариант симбиоза, при котором небольшая группа представителей иного этноса живет среди аборигенов и не смешивается с ними. Логика событий, причинно-следственные связи между событиями, детерминирующие дальнейший ход самих событий. Ложь, сознательное искажение истины. Место развития или родина этноса, неповторимое сочетание элементов ландшафта, где этнос впервые сложился как система. Мироощущение, фиксированное сознанием, прохождение отраженного от вакуума импульса пассионарности, биохимической энергии, выражающейся в отношении к идеальным абстрактным ценностям и материальному миру. Мироощущение негативное, отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении к упрощению систем. Мироощущение позитивное, отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении к усложнению систем. Мозаичность этноса, неоднородность внутренней структуры, необходимая для поддержания этнического единства. Пассиизм – ощущение времени, при котором прошлое воспринимается как единственная объективная реальность. Пассионарии – особи, пассионарный импульс поведения которых превышает величину импульса инстинкта самосохранения. Пассионарная индукция – явление трансформации поведения гармоничных особей и субпассионариев в присутствии пассионариев под влиянием пассионарного поля. Пассионарное напряжение – то же, что уровень пассионарного напряжения этнической системы. Пассионарное поле – поле, обусловленное наличием биохимической энергии, пассионарности. Пассионарность как характеристика поведения. Эффект избытка биохимической энергии живого вещества, порождающий жертвенность, часто ради иллюзорной цели. Пассионарность как энергия, избыток биохимической энергии живого вещества, обратный вектору инстинкта и определяющий способность к сверхнапряжению. Пассионарный импульс – то же, что пассионарный импульс поведения. Пассионарный импульс поведения или пассионарный импульс – поведенческий импульс, направленный против инстинкта личного и видового самосохранения. Пассионарный признак – рецессивный генетический признак, обусловливающий повышенную абсорбцию особью биохимической энергии из внешней среды и выдачу этой энергии в виде работы. Пассионарный толчок – микромутация, вызывающая появление пассионарного признака в популяции и приводящая к появлению новых этнических систем в тех или иных регионах.
Персистенты или изоляты, или статические этносы, или реликты. Синонимы. Этнические системы, находящиеся в этническом гомеостазе. Эти термины в контексте работы синонимы. Популяция — совокупность особей, населяющая в течение ряда поколений определенную территорию, в пределах которой осуществляется свободное скрещивание. Принцип неопределенности в этнологии — объективное ограничение возможностей исследователя при наблюдении последовательности событий, позволяющее описать их только в одном из двух аспектов, либо в социальном, либо в этническом, природном. Пусковой момент. Момент пассионарного толчка в абсолютной временной шкале, являющийся точкой отсчета 0 для диахронической шкалы. Разнообразие этносферы. Неравенство энергетических потенциалов, вносимое в историческое время пассионарными толчками. Разность потенциалов контактная. Перепад пассионарности биохимической энергии, возникающий при контакте двух и более суперэтносов. Рассудок. Способность свободного выбора реакции при условиях это допускающих. Ритм этнического поля. Та частота колебания этнического поля, к которой этническая система адаптировалась посредством стереотипа поведения. Саморегуляция этноса. Способность этнической системы развиваться в направлении, обеспечивающем существование и адаптацию к среде с наименьшими возможными затратами биохимической энергии, пассионарности. Сверхнапряжение. Целенаправленное усилие, необходимое и достаточное для нарушения агрегатного состояния среды. Сигнальная наследственность. Передача навыков потомству путем научения через условный рефлекс подражания, формирующая стереотип поведения как высшую форму адаптации. Симбиоз. Сосуществование двух и более этносов в одном регионе, когда каждый занимает свою экологическую нишу. Смещение или результат контакта, нарушение запрограммированного хода процесса этногенеза вследствие внешнего воздействия. События, разрывы системных связей. Справедливость, соответствие морали и этики. Старение, процесс потери инерции пассионарного толчка в этнической системе на персональном и этническом уровне. Статическое ощущение времени, восприятие, при котором время игнорируется как реальность. Стереотип поведения, изменяющийся по ходу времени комплекс стандартов поведения членов этнической системы, передаваемый путем сигнальной наследственности. Структура стереотипа поведения этноса. Строго определенная норма взаимоотношений между а. этническим коллективом и индивидом, б. индивидов между собой, в. субэтносов между собой, г. этноса и субэтносов между собой. Субпассионарии. Особи, пассионарный импульс которых меньше импульса инстинкта самосохранения. Субэтнос. Этническая система, являющаяся элементом структуры этноса. Сукцессия антропогенная, постепенное изменение вмещающего ландшафта, вносимое адаптирующимся этносом. Суперэтнос – этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникших одновременно в одном ландшафтном регионе, проявляющаяся в истории как мозаичная целостность. Традиция культуры. Сумма знаний и представлений, передаваемая по ходу времени от этноса к этносу. Упрощение.
уменьшение плотности системных связей в этнической системе. Уровень пассионарного напряжения системы или пассионарное напряжение – количество имеющееся в этнической системе пассионарности, деленное на количество персон, составляющих этническую систему. Уровень этнического контакта, ранг контактирующих систем в этнической иерархии. Усложнение, увеличение плотности системных связей в этнической системе. Фаза акматическая, колебание пассионарного напряжения в этнической системе после фазы подъема на предельном для данной системы уровне пассионарности. Фаза инерционная или фаза инерции. Плавное снижение пассионарного напряжения этнической системы после фазы надлома. Фаза надлома. Резкое снижение уровня пассионарного напряжения после акматической фазы, сопровождающееся расколом этнического поля. Фаза мемориальная. Состояние этноса после фазы обскурации, когда отдельными его представителями сохраняется культурная традиция. Фаза обскурации. Снижение пассионарного напряжения ниже уровня гомеостаза, сопровождающееся либо исчезновением этноса как системы, либо превращением его в реликт. Фаза подъема. Период стабильного повышения уровня пассионарного напряжения системы вследствие пассионарного толчка или генетического дрейфа. Фаза этногенеза. Совокупность таких условий пассионарного напряжения системы, каждый из которых определяет господство в стереотипе поведения единого для всей совокупности уровней императива поведения. Футуризм – ощущение времени, при котором будущее воспринимается как единственная объективная реальность. Химера – сосуществование двух и более чуждых суперэтнических этносов в одной экологической нише. Энергия живого вещества биохимическая, свободная энергия, абсорбируемая живыми организмами из окружающей среды. Энтропийный процесс, необратимый процесс потери энергии. Этика – антиэгоистическая или альтруистическая. Этика, при которой интересы этнического коллектива у индивида превалируют над его собственными. Этика эгоистическая. Этика, при которой интересы индивида и его семьи превалируют над интересами этнического коллектива. Этническая диагностика – способ различения этносов по стереотипу поведения и принадлежности к той или иной этнической традиции. Этническая доминанта – явление или комплекс явлений – религиозный, идеологический, военный, бытовой – который определяет переход начального для процесса этногенеза этнокультурного многообразия в целеустремленное единообразие. Этническая иерархия. Динамичная в процессе этногенеза соподчиненность этнических систем разных таксономических уровней рангов. Этническая история. Функция этногенезов и этнических контактов за периоды, в которых события зафиксированы источниками. Этническая регенерация. Восстановление этнической структуры после потрясений. Этническая традиция – сумма стереотипов поведения, передаваемых через механизм условного рефлекса. Этнические контакты в аспекте этнического поля. Интерференция вибраций этнических полей. Этнический гомеостаз или гомеостатический уровень или статическое состояние этноса. Синонимы.
устойчивое состояние этнической системы, структуры, при котором колебания биохимической энергии, пассионарности, имеют место в ограниченных пределах, определяя этноландшафтное равновесие и отсутствие смены фаз этногенеза. Этнический контакт. Процесс взаимодействия двух и более этнических систем одного или разных рангов этнической иерархии. Этнический субстрат. Исходные этнические компоненты, два и более, интегрирующиеся вследствие пассионарного толчка в новый этнос. Этническое поле. Поле поведения и аттрактивности членов этнической системы, возникающее на основе пассионарного поля. Этногенез – весь процесс от момента возникновения до исчезновения этнической системы под влиянием антропийного процесса потери пассионарности. Этногенез в аспекте этнического поля, динамика колебательного движения этнического поля. Этнология – географическая наука, изучающая становление этносферы Земли как результат процессов этногенеза в историческую эпоху. Этнос – естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий как энергетическая система, структура, противопоставляющая себя всем другим таким же коллективам, исходя из ощущения комплементарности. Этносфера – земная оболочка, представляющая собой мозаичную в этническом отношении антропосферу, слагающуюся из всей совокупности этноценозов Земли. Этноценоз – биогеоценоз, в пределах которого происходит развитие данного этноса, опосредованное процессом его адаптации. Явление – результаты влияния биосферы на поведение человека и этнического коллектива. Лев Гумилев, этногенез и биосфера Земли. Вступление. Мой голос. Помню, когда я был ребенком и увлекался Майн Ридом, одна весьма культурная дама сказала мне: «Негры такие же мужики, как наши, только черные». Ей не могло прийти в голову, что малонезийская колдунья с берегов Малаиты могла бы сказать с тем же основанием: «Англичане такие же охотники за головами, как мы, только белого цвета». Я стал изучать историю, понимая, что запомнить все исторические факты, бывшие за все время существования человеческих обществ, невозможно. Но все же, когда и при каких обстоятельствах можно верить словам, верить историческим источникам? И тут я задумался, что историю нужно изучать как естествознание, отделяя факты, наблюдаемые и существующие, как эмпирическое явление, и оставляя в стороне все разные толкования событий, к которым так склонны европейские писатели. В конце 1470-х годов Леонардо да Винчи превратился в универсального гения, который занимался изучением абсолютно всего на свете. Он считал математику образцом научной доказательности, предметом последнего аргумента в доказательстве. Это уже был шаг в XX век. Но до этого в Венеции, замечательной морской и картографической республике, напечатали «Начало Эвклида», ставшие настольным учебником мореплавателей и авантюристов. В 1487 году Бартоломео Диаш поплыл открывать Индию и обогнул Африку, где открыл на просторах океана мыс Доброй Надежды. В 1492 году Колумб достиг Америки, и в том же году немецкий картограф и географ Мартин Бехайм изготовил первый географический глобус «Земное яблоко».
на котором была расчерчена Земля со всеми ее фантастическими очертаниями. Колумб 12 октября того же года назвал острова южнее Флориды Сан-Сальвадором и первым из европейцев описал явление магнитного отклонения в западном полушарии. В 1498 году Васко да Гама обогнул Африку и достиг Индии настоящей, в которой как раз в этом или начале следующего столетия математики-индусы уточнили значение числа π, что европейцы Лейбниц и Ньютон подтвердили только в XVII веке. В 1500 году португальцы, братья Картериаль, открыли полуостров Лабрадор в Америке, Канаде. Через несколько лет португальцы открыли Мадагаскар, затем Цейлон и попали в Индонезию. Испанский конквистадор Нуньес де Бальбоа пересек Панамский перешеек и открыл Тихий океан с запада. Португальцы достигли Южного Китая, открыв Гуандон, Кантон. В том же 1519 году Магеллан отплыл в кругосветное путешествие, которое закончил его офицер Элькано 6 сентября 1522 года, а испанский конквистадор Эрнан Кортес завоевал Мексику и через 2 года штурмовал город Теночтитлан, почти миллионный город, столицу ацтеков. Несколько позже Писарро завоевал империю инков в Перу. Так за 30 лет открытия изменили радикально представление о Земле. Оказалось, что древние источники, бывшие до того самым надежным источником информации, лгали. Иногда эта ложь была неумышленной, иногда результатом недопонимания, а иногда злостной мистификации. С карты мира исчезли амазонки, великаны, карлики, псоглавые люди, единороги и драконы. Но земля не обеднела. Были открыты ацтеки, инки, эскимосы, полинезийцы, бушмены, тамилы, пигмеи и многие другие. Индия и Китай перестали быть странами чудес, но их подлинная жизнь оказалась интереснее самой пылкой фантазии древних авторов. Выходит, что верить им надо было с осторожностью и читать их с толком, но ведь даже в наши дни есть охотники искать Атлантиду по социальной утопии Платона. В 1543 году изменилось и небо. Коперник доказал, что Земля не центр Вселенной, а шарик, вращающийся вокруг Солнца. Прекрасный повод для скромности, но свыше 200 лет люди не могли к этому привыкнуть. Да и сейчас еще есть такие, которые считают, что живут на неподвижной Земле, но это уже единицы. Но ведь это было только начало. 1525 год. Великий Дюрер напечатал наставление об измерении с помощью циркуля и линейки. Возникла начертательная геометрия. Тарталья разработал теорию баллистики. Везалий открыл науку анатомию. Штифель приблизил открытие логарифмов. Кардано и Феррари вывели математику, особенно алгебру, в науку наук. Все эти открытия, как и открытия физики и химии, были сделаны путем наблюдений и иногда эксперимента, без посредничества первоисточников. Гуманитарии потеряли физику, астрономию, географию, зоологию, ботанику, даже лингвистику и политическую экономию. Остался последний бой за историю и этнографию. Долгое время история находилась на уровне хроники, простой записи наблюдаемых фактов. Сами хронисты не нуждались в критическом подходе, они описывали только то, что поражало воображение, но ведь и нас поражает сегодня не то, что есть постоянно, но то, что явилось вдруг.
При расследовании преступления проводят экспертизу и не просто верят свидетелям, часто весьма заинтересованным в том, чтобы их версия была принята, а проводят собственный эксперимент. Могло ли так быть, как говорят свидетели? Пока в истории речь шла об отдельных фактах, всегда незаурядных, ибо только такие факты и отмечались летописцами, возможность построения эмпирического обобщения была нереальна. В естествознании тоже единичное наблюдение воспринимается критично. Оно может быть случайным, неполным, искаженным обстоятельствами, в которых находился наблюдатель, и даже его личным самочувствием, и тогда его опыт перепроверяется. И в опыте ошибки возможны. Опыт может быть нечистым, данные искусственно подогнанными, научный артефакт, не все приходящие компоненты учтенными. Но все эти недостатки компенсируются большим числом наблюдений, и неизбежная ошибка лежит в пределах допуска. Иначе говоря, она столь мала, что ей не только можно, но и нужно пренебречь. И если историк или этнограф встанет на этот путь, он получит столь же блестящие перспективы, какие уже имеют биологи, геологи и географы. Пусть исходный элемент исторического исследования – эксцесс, появление римлян – случайность, французов – случайность, русских – такая же, в общем, случайность. Могло появиться нечто иное. Если эксцессов набрать много, они будут поддаваться классификации, а если еще больше, то и систематизации, а тем самым дадут материал для эмпирических обобщений. Этим путем в XIX веке пошла палеонтология и историческая геология, которые изучают именно прошлое, руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, также действовали в прошлом. Такой способ проверки исторических источников, понемногу принимаемый на вооружение лишь в наше время, можно назвать криминалистическим, потому что если бы наши следователи, подобно инквизиторам эпохи Возрождения, только верили словам свидетелей и лжесвидетелей, не учитывая реалий, вроде алиби или прямых наговоров, то они из блюстителей закона превратились бы в орудие лжецов и клеветников. Поскольку юристы выработали методику проверки сообщаемых им сведений, то историкам полезно заимствовать их приемы для внутренней и компаративной критики источников. Отмеченное отмежевание гуманитарных и естественных наук не дает права на предпочтение одних другим. Ведь именно гуманитарные науки обогатили современное человечество информацией об иных культурах, как современных эпохи европейского просвещения, так и мертвых. Именно это время, XV-XVI века, переполненное жестокостями и преступлениями, ныне называется Возрождением. И хотя гуманитарии приучили читателей, жаждущих знания, к вере в источники, историческая критика, сопряженная с естествознанием, позволила ограничить веру сомнением, в результате чего наука-история стала обладательницей огромного количества уже не просто сведений, а проверенных фактов, то есть элементов в любой сложной конструкции. Беда была лишь в том, что в истории не было скелета науки, принципа классификации. В любой обобщающей работе факты излагаются просто в хронологической последовательности, вследствие чего плохо поддаются запоминанию и еще хуже интерпретации. Наука-история была до начала XIX века рассчитана на плохих учеников. Физика, химия, астрономия и космография преодолели аналогичные трудности, использовав математику как язык. Но зоология, физическая география и историческая этнография не позволили применять к себе математическую символику. Нельзя
думать, что все явления, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы. Об эти явления, как волны об скалу, разобьются математические оболочки, идеальное сознание нашего разума. Сноска. Высказывание Владимира Ивановича Вернадского. Конец сноски. Но преклонение перед математикой в начале XX века превратилось в своеобразный культ, отвлекший много сил от поисков действительного решения проблемы. И еще одна трудность. История — наука о событиях в их связи и последовательности. Когда предметом изучения являются такие грандиозные процессы, как развитие феодализма или капитализма, то отдельные события, даже цепочки их, обрывающиеся в течение 1-2 веков, не искажают хода процесса. Но когда речь идет о коллизиях соразмерных сроку человеческой жизни, то значение события растет, а возможности взаимной компенсации сокращаются. Значит, непротиворечивая дефиниция термина «события жизни народа» необходима. Однако, кроме событий, тщательно фиксируемых хронистами, есть нечто, где событий нет. Это фон, который можно считать гомеостатическим, или спокойной линией развития, на которой события являются зигзагами, случайными отклонениями, затухающими во всепоглощающем времени. Этот фон тоже требует точного определения, ибо он постоянный свидетель, инвариант и, следовательно, нулевая точка отсчета любого из зигзагов, а зигзагов в истории набралось предостаточно. В самом деле, подавляющее большинство людей живет, либо не участвуя в грандиозных событиях своих эпох, либо участвуя в них пассивно, под давлением обстоятельств, но события влияют на таких людей всегда, поэтому позиция безразличия к ходу истории более губительна, нежели риск, на который постоянно идут пассионарии. В XIX веке такой постановки проблемы не было, потому что не было способов ее решения. В XX веке они появились. Системный подход Бертоланфи и учение Вернадского о биохимической энергии живого вещества биосферы. Сноска. При системном подходе объектом изучения являются не предметы или элементы, слагающие целостность, а связи между ними. В дискретной системе количество элементов может меняться, но пока существует определенный характер связей, система устойчива. Бертоланфи. Общая теория систем. Критический обзор. В книге «Исследования по общей теории систем». Москва. Издательство «Прогресс», 1969 год. Садовский и Юдин. Задачи, методы и приложения общей теории систем и их значение для биологии. В книге «Проблемы методологии системного исследования». Москва. 1970 год. Владимир Иванович Вернадский. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. Москва. 1965 год. Конец сноски. Эти два великих открытия позволили дать описательное определение категории «этнос» и обнаружить его место среди смежных наук – истории, географии и биологии. Сноска. Лев Николаевич Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Москва. Виннити. Выпуск 1. 1979 год. Номер 1001, выпуск 2, 1980 год, номер 3734, выпуск 3, номер 3735. Конец сноски.
Оказалось, что этнос — процесс настолько медленный, что он фиксируется не визуально, а ретроспективно, путем применения истории. Но ведь горообразование идет еще медленнее, однако фиксируется исторической геологией. Итак, мы пришли к выводу, что различие между гуманитарными и естественными науками, столь резкое в средние века, ныне не принципиально, а скорее стадиально. Вернадский еще в 1902 году отметил, что в XVIII веке работа натуралистов геологии и физической географии напоминала методы и приемы, царившие еще недавно в этнографии и фольклористике. Это неизбежно при данной фазе развития науки. Сноска. Вернадский. Указанное сочинение. Страница 200. Конец сноски. За истекшие 80 лет созданы новые теории и подходы, иногда мертворожденные, расизм, часто неубедительный фрейдизм или малообъясняющие, диффузионизм, или противоречащие фактам, функционализм. Всего не перечислить. Причина такого странного размежевания наук глубока, но и она описана Вернадским, назвавшим ее бессознательным научным дуализмом. Он разъяснял этот тезис так. Под именем дуалистического научного мировоззрения я подразумеваю тот своеобразный дуализм, когда ученый-исследователь противопоставляет себя сознательно или бессознательно исследуемому им миру. Получается фантазия строгого наблюдения ученым-исследователем совершающихся вне его процессов природы, как целого. Страница 200. Науку же, какой бы она ни была, естественной или гуманитарной, всегда интересуют люди, массы, как говорили еще недавно. Но эти массы — живые люди, и они ведут себя в истории соответственно тому стереотипу, который сложился у них за время их сожительства с окружающим ландшафтом. Земля не только кормит, земля и губит за неразумное обращение с ней, а ведь неразумие может быть связано как с перенаселением и желанием изменить территорию, так и с варварством, которое заключается в хищническом использовании земли как собственности, которую нужно эксплуатировать, получать скоротечный доход. Далее у нас пойдет речь о насилии над землей. Уже в конце IV века оборона римских границ после гуннов трещала по швам. В начале V века в пределы римских провинций по линии Рейн-Дунай втекли германцы, остатки иранских племен и славяне. Это были готты, вандалы, бургунды, свевы, аланы. Описание этих племен как многочисленные тьмы неправда. Их было мало, но они были носителями пассионарности, заряженности энергии биосферного толчка I-II веков нашей эры, происшедшей по линии Южная Скандинавия, восток Европы, восток Средиземноморья. Каждый элемент этих пассионарных этнических систем думал не о себе. Не только о своей шкуре и выгоде войны, но и о своем племени, семье, вожде, славе и грядущем. Видение смерти для них не было безразличным, и, в отличие от изнеженных и слабовольных последних римлян, олицетворявших собой культурный миф о Великом Риме, они думали о смерти героической и целенаправленной, то есть не индивидуальной, но окрашенной силой своего этноса. И вот что далее случилось. Этногенез был стихийной силой, но и природа, в которую втиснулись новые пассионарные племена, была не подготовлена для новой для себя роли.
Быть подчиненной и исчерпанной новыми пришельцами, завладев прекрасными берегами Средиземноморья, долинами рек и возвышенностями, на которых в дальнейшем угнездились замки феодалов, обитатели недавних прибалтийских смешанных лесов и новороссийских причерноморских степей, где вдоволь было дичи, обнаружили, что они не приспособлены к жизни в новых условиях. Вести изнурительное хозяйство на римских парцельных, то есть микроскопических, но емких участках они не умели и не хотели, но, будучи победителями, брали все самое лучшее. Они снимали урожай, не прикасаясь к труду, и это долго продолжаться не могло. Да и более того, эксплуатация природы без участия аборигенов была просто невозможна, поэтому варварские королевства V-VI веков, оказавшиеся цепкими и хищническими в преследовании своего интереса, получились некрепкими, нестойкими и неуступчивыми в отношениях с покоренным населением. В VI веке византийцы, создавшие боеспособные армии, сокрушили вандалов и остготов. Вестготы оказались в изоляции. В VII веке арабы, самая мобильная армия того времени, подчинили себе Африку и Астурию, то есть территории, где древние ландшафты подвергались влиянию римской цивилизации минимально. Рим уничтожил леса и пастбища в Африке лишь до гор Атласа, а в Испании – прибрежье и оазисы в устьях полноводных рек. Но арабы изменили давление на соотношение природы и этносов, и так уцелели наиболее древние этносы – берберы и баски, то есть жители Астурии и Басконии, и жители гор и долин Атласа, современного Алжира, где сохранились до настоящего времени наиболее выносливые кочевники Старого Света. История полезна только тем, кто ее выучил. В обратном случае обывательский здравый смысл провозглашает губительную концепцию покорения и преобразования природы. В 1880-1890 годах американцы, уже победившие индейские племена окончательно, рассматривали природу прерий как будущие плацдармы преобразования природы. Антрополог МакГи писал, что, подчиняя диких животных, человек сохраняет лишь тех из них, кто может быть приручен. Остальные должны быть уничтожены в интересах человека, то есть городского и фермерского обывателя. Самое замечательное, что с совершенно противоположной концепцией выступили индейцы Сиу, утверждавшие, что дух земли творит то, что неделимо. Со всем сущим на земле нас связывают узы родства. Неграмотные индейцы придерживались передового биосферного мировоззрения, что так сегодня привлекает американских экологистов и просветителей из университетов, но ведь 100 лет назад воззрения диких американцев, завоевателей Запада, считались цивилизацией. Ведь это победители над Сиу проповедовали, что человек проявляет свою божественную роль и силу протестантской этики, изменяя насильно лик земли, уничтожая то, что не должно расти и развиваться, сделав природу лучше. Последователи мичуринцы в Европе и в СССР следовали только подобным идеям наступательной этики, желая преобразовать природу, сделав в ней как можно больше искусственного. У нас вообще посчитали, что человеку лучше жить в стеклянных дворцах под алюминиевыми крышами, в искусственных садах и полях, и в эту ахинею очень долго верила интеллигенция, начиная с Николая Гавриловича Чернышевского. Перестройка природы дорого доставалась победителям. Так было с американскими колонистами, где они уничтожили природный биоценоз
с гибелью которого и гибли индейцы, составляющие с природой неразрывное целое. Резервации — американское изобретение, но в конце своей жизни академик Окладников, видя гибель наших малочисленных северных народов от рук победителей нефти, газа, алмазов и золота, предложил отдать земли, занятые нашими колонистами, в руки самих народов, устроив для них резервации. Не вышло. Победа над природой и природными биоценозами, в которых оставались еще частью их малочисленные народы Севера, Алтая, Дальнего Востока, привела нас всех к перестройке и осознанию исчерпанности ресурсов Земли. Но и это не послужило предостережением для победителей, потому что изменять природу не хватило денег и умения. Но сама прогрессивная идея переделки человеческого организма и всего, что связано с природным биоценозом, остается. Подобные коллизии возникали неоднократно, но биосфера находила выход из тупика. Природа восстанавливается подчас быстрее, чем история, и медленнее всего меняются убеждения историков и географов. Можно вовсю цитировать Вернадского, но при этом оставаться тупым прогрессистом или эволюционистом. Географы, видя и наблюдая лишь то, что поддается сегодняшнему измерению, утверждают, что изменились степи. Пала плодоносность чернозема, степи уже не степи, изменилась растительность благодаря земледелию и выпасу скота, прошел процесс эрозии почв, и что нынешний век – значительный упадок в отношении людей к ландшафтам. Да, изменилось многое, но разве подобные изменения удел только XX века? Антропогенные ландшафты известны с глубокой древности. Египтяне освоили заболоченные долины Нила 6000 лет назад. Шумерийцы провели каналы, осушив междуречье Тигра и Ефрата примерно 5000 лет тому назад. Китайцы начали строить дамбы вокруг Хуанхэ 4000 лет назад. В конце первого тысячелетия до нашей эры иранцы научились использовать грунтовые воды, проводя подземные шурфы для орошения своих участков, для собирания обильного урожая. Полинезийцы привезли на свои острова сладкий картофель из Америки раньше, чем туда отправились европейцы, истребили птицу моа в Новой Зеландии. Козы, разведенные эллинами, съели всю пышную растительность Пелопоннеса, сделав там экологическую пустыню. Было ли это однозначно прогрессом? Историк скажет «да». Но вряд ли это так, и вряд ли возможен прямолинейный ответ. Человек составляет неразрывное целое с тем биоценозом, с которым справедливо связывает свою будущность каждый этнос. История полна примеров регенерации природы, но тогда мы обычно не досчитываемся какого-либо из существовавших этносов. Этническая жизнь не безразлична к биоценозу и не может изучаться отдельно от географии и истории биосферы. И тогда нам остается признать, что великий Вернадский, сформулировавший несколько законов биосферы, имел полное право на понимание нами того, что вся история человечества – неразрывная часть в колебаниях мировой биосферы. Не сознание людей управляет природными процессами, хотя я и привел примеры зловредного направления умов, оказавших воздействие на историю. Но сложность взаимоотношений истории, географии и этногенеза столь велика, что должна быть сделана подробная карта подобных взаимоотношений, а до этого необходимо сделать обобщение, написав один или несколько ученых трактатов на эту тему, что я и старался сделать. Моей жене Наталье Викторовне посвящается. Введение.
О чем пойдет речь и почему сие важно, в котором обосновывается необходимость этнологии и излагается взгляд автора на этногенез без аргументации, коей посвящена остальная часть трактата, где автор поведет читателя через лабиринт противоречий. Боязнь разочарования. Когда читатель нашего времени покупает и открывает новую книгу по истории или этнографии, но не уверен, что прочтет ее даже до середины, книга может показаться ему скучной, бессмысленной или просто не отвечающей его вкусу. Но читателю-то еще хорошо, он просто потерял 2-3 рубля. А каково автору? Сборы сведений, постановка задачи, десятилетия поисков решения, годы за письменным столом, объяснения с рецензентами, борьба с редактором, и вдруг все впустую, книга неинтересна. Она лежит в библиотеках, и ее никто не берет. Значит, жизнь прошла даром. Это так страшно, что необходимо принять все меры для избежания такого результата. Но какие? За время обучения в университете и в аспирантуре будущему автору нередко внушается мысль, что его задача — выписать как можно больше цитат из источников, сложить их в каком-либо порядке и сделать вывод. В древности были рабовладельцы и рабы. Рабовладельцы были плохие, но им было хорошо. Рабы были хорошие, но им было плохо, а крестьянам жилось хуже. Все это, конечно, правильно, но вот беда. Читать про это никто не хочет, даже сам автор. Во-первых, потому что это и так известно, а во-вторых, потому что это не объясняет, например, почему одни армии одерживали победы, а другие терпели поражение, и отчего одни страны усиливались, а другие слабели. И, наконец, почему возникали могучие этносы и куда они пропадали, хотя полного вымирания их членов заведомо не было. Все перечисленные вопросы всецело относятся к избранной нами теме — внезапному усилению того или иного народа и последующему его исчезновению. Яркий пример тому — монголы XII-XVII веков, но и другие народы подчинялись той же закономерности. Покойный академик Владимирцев четко сформулировал проблему: «Я хочу понять, как и почему все это произошло». Но ответа не дал, как и другие исследователи. Но мы снова и снова возвращаемся к этому сюжету, твердо веруя, что читатель не закроет книгу на 2-й странице. Совершенно ясно, что для решения поставленной задачи мы должны прежде всего исследовать саму методику исследования. В противном случае эта задача была бы уже давно решена, потому что количество фактов столь многочисленно, что речь идет не об их пополнении, а об отборе тех, которые имеют отношение к делу. Даже современники-летописцы тонули в море информации, что не приближало их к пониманию проблемы. За последние века много сведений добыли археологи, летописи собраны, изданы и сопровождены комментариями, а востоковеды еще увеличили запас знаний, кодифицируя разноязычные источники — китайские, персидские, латинские, греческие, армянские и арабские. Количество сведений росло, но в новое качество не переходило. По-прежнему оставалось неясным, каким образом маленькое племя иногда оказывалось гегемоном полумира. Затем увеличивалось в числе, а потом исчезало. Автор данной книги поставил вопрос о степени нашего знания, а точнее незнания предмета, которому исследование посвящено. То, что на первый взгляд просто и легко, при попытках овладеть сюжетами, интересующими читателя, превращается в загадку.
Поэтому обстоятельную книгу писать надо. К сожалению, мы не можем сразу предложить точные дефиниции, которые, вообще говоря, весьма облегчают исследования, но, по крайней мере, мы имеем возможность сделать первичные обобщения. Пусть даже они не исчерпывают всей сложности проблемы, но в первом приближении позволят получить результаты, вполне пригодные для интерпретации этнической истории, которую еще предстоит написать. Ну а если найдется привередливый рецензент, который потребует дать в начале книги четкое определение понятия «этнос», то можно сказать так. Этнос – феномен биосферы или системная целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической энергии живого вещества в согласии с принципом второго начала термодинамики, что подтверждается диахронической хронологией исторических событий. Если этого достаточно для понимания, то можно не читать книгу дальше. Этносы как форма существования вида Homo sapiens. Больше 100 лет ведутся дискуссии, изменяется ли биологический вид Homo sapiens или социальные закономерности полностью вытеснили механизм действия видообразующих факторов. Общей для человека и всех других живых существ является необходимость обмениваться со средой веществом и энергией, но отличается он от них тем, что почти все необходимые для него средства существования вынужден добывать трудом, взаимодействуя с природой не только как биологическое, но прежде всего как социальное существо. Условия и средства, производительные силы и соответствующие им производственные отношения непрерывно развиваются. Закономерности этого развития исследуются марксистской политической экономией и социологией. Однако социальные закономерности развития человечества не отменяют действия закономерностей биологических, в частности, мутаций, и исследовать их необходимо, дабы избежать теоретической однородности и практического вреда, который мы наносим сами себе, игнорируя или сознательно отрицая нашу подчиненность не только социальным, но и более общим закономерностям развития. Сноска. В лице современного человека процесс биологической эволюции создал обладателя таких видовых свойств, которые привели к затуханию дальнейшей эволюции. Рогинский, Левин. Основы антропологии. Москва, 1955 год, страница 314. Отсутствие естественного отбора было равносильно прекращению действия одного из факторов эволюции, и биологическая эволюция человека должна была остановиться. Быстров. Прошлое, настоящее, будущее человека. Ленинград, 1957 год, страница 299. Дебец. О некоторых направлениях изменений в строении человека современного вида. Советская этнография, 1961 год, номер 2, страница 16. Конец сноски. Методологически начать такое исследование можно, исходя из преднамеренного отвлечения от конкретных способов производства. Такая абстракция представляется оправданной, в частности потому, что характер этногенеза существенно отличается от ритмов развития социальной истории человечества. При таком способе рассмотрения, как мы надеемся, яснее станут контуры механизма взаимодействия человечества с природой. Как бы ни была развита техника, все необходимое для поддержания жизни люди получают из природы, значит, они входят в трофическую цепь, как верхнее, завершающее звено биоценоза населяемого ими региона. А коль скоро так, то они являются элементами структурно-системных целостностей, включающих в себя, наряду с людьми, доместикаты, домашние животные и культурные растения, ландшафты, как
преобразованные человеком, так и девственные. Богатство недр, взаимоотношения с соседями, либо дружеские, либо враждебные, ту или иную динамику социального развития, а также то или иное сочетание языков, от одного до нескольких, и элементов материальной и духовной культуры. Эту динамическую систему можно назвать этноценозом. Она возникает и рассыпается в историческом времени, оставляя после себя памятники человеческой деятельности, лишенные саморазвития и способные только разрушаться, и этнические реликты, достигшие фазы гомеостаза. Но каждый процесс этногенеза оставляет на теле земной поверхности неизгладимые следы, благодаря которым возможно установление общего характера закономерностей этнической истории. И теперь, когда спасение природы от разрушительных антропогенных воздействий стало главной проблемой науки, необходимо уяснить, какие стороны деятельности человека были губительны для ландшафтов, вмещающих этносы. Ведь разрушение природы с гибельными последствиями для людей – беда не только нашего времени. И оно не всегда сопряжено с развитием культуры, а также с ростом населения. Ставя вопрос о взаимодействии двух форм закономерного развития, необходимо условиться об аспекте. Речь может идти либо о развитии биосферы в связи с деятельностью человека, либо о развитии человечества в связи со становлением природной среды, биосферы и костного вещества, составляющего другие оболочки Земли, литосферу и тропосферу. Взаимодействие человечества с природой постоянно, но крайне вариабельно и в пространстве, и во времени. Однако за видимым разнообразием кроется единый принцип, характерный для всех наблюдаемых феноменов. Поэтому поставим вопрос так. Природа Земли весьма разнообразна. Человечество, в отличие от прочих видов млекопитающих, тоже разнообразно, ибо человек не имеет природного ареала, а распространен, начиная с верхнего палеолита по всей суше планеты. Адаптивные способности человека на порядок больше, чем у прочих животных. Значит, в разных географических регионах и в разные эпохи люди и природные комплексы, ландшафты и геобиоценозы взаимодействуют по-разному. Сам по себе этот вывод бесперспективен, так как калейдоскоп не поддается исследованию, но попробуем внести в проблему классификацию, и все будет по-иному. Между закономерностями природы и социальной формой движения материи существует постоянная корреляция. Но каков ее механизм? И где точка соприкосновения природы и общества? А эта точка есть, иначе не возникло бы вопроса об охране природы от человека. Колесник предложил разделить географию на: первое – экономическую, исследующую творение людей, и второе – физическую, изучающую природные оболочки Земли, в том числе биосферу. Сноска. Колесник. Первое. Некоторые итоги новой дискуссии о единой географии. Известия ВГО, 1965 год, номер 3, страницы 209-221. Второе. Несколько слов о географической среде. Тоже издание, 1966 год, номер 3, страницы 247-248. Третье. Проблемы географической среды. Вести Ленинградского университета, 1968 год, номер 12. Четвертое. Общие географические закономерности Земли. Москва, 1970 год. Конец сноски. Очень разумное деление. Природа творит то, чего мы творить не можем. Горы и реки, леса и степи, новые виды животных и растений. А люди строят дома, сооружают машины, ваяют статуи и пишут трактаты.
Природа этого делать не может. Есть ли между творениями природы и человека принципиальная разница? Да. Элементы природы переходят друг в друга. Этот камень рычал когда-то, этот плющ парил в облаках. Природа живет вечно, набухая той энергией, которую получает от Солнца и звезд нашей галактики и радиораспада в глубинах нашей планеты. Биосфера планеты Земля побеждает мировую энтропию путем биогенной миграции атомов, стремящихся к расширению. Сноска. Вернадский. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. Москва, 1965 год, страницы 283-285. Конец сноски. И наоборот, предметы, созданные человеком, могут или сохраняться, или разрушаться. Пирамиды стоят долго, Эйфелева башня так долго не простоит, но не вечны ни те, ни другая. В этом принципиальная разница между биосферой и техносферой, какие бы грандиозные размеры последняя ни приобрела. Предмет исследования. Обозрение современного состояния науки об этносе должно повергнуть читателя в недоумение. Все пишущие на эту тему авторы, в том числе этнографы, по существу подменяют подлинные этнологические характеристики профессиональными, сословными и так далее, что по существу равнозначно отрицанию этноса как реальности. За существование этноса говорит только то, что он непосредственно ощущается людьми как явление, феномен. Но ведь это не доказательство. Поэт сказал: «И день, и ночь пред нами солнце ходит, однако прав упрямый Галилей». И действительно, у этнолога есть некоторые основания для пессимизма, кажущиеся на первый взгляд непреодолимыми. Этнология — это рождающаяся наука. Потребность в ней возникла лишь во второй половине XX века, когда выяснилось, что простое накопление этнографических собраний и наблюдений грозит тем, что наука, не ставящая проблем, превратится в бессмысленное коллекционерство. И вот возникли на наших глазах обществоведение и этнология, две дисциплины, интересующиеся одним, на первый взгляд, предметом — человечеством, но в совершенно разных аспектах. И это закономерно. Каждый человек одновременно член социума и член этноса, а это далеко не одно и то же. Равным образом, этнология как наука требует определения. Скажем пока так, что этнология — это наука об импульсах поведения этнических коллективов, подобная этологии, науке о поведении животных. Импульсы могут быть сознательными и эмоциональными, диктоваться личной волей индивида, традицией, принудительным воздействием коллектива, влиянием внешней обстановки, географической среды и даже спонтанным развитием, поступательным ходом истории. Для того, чтобы разобраться в столь сложном вопросе, нужна соответствующая методика. Методика может быть либо традиционной методикой гуманитарных наук, либо естественно-научной. Какую же следует выбрать для успешного преодоления трудностей, возникающих перед ученым, взявшимся за совершенно новую область науки? Прежде всего уточним понятие «гуманитарные науки». В средние века в христианском мире единственным абсолютно авторитетным источником научной информации были две книги «Библия» и «Сочинения Аристотеля». Наука сводилась к комментированию цитат, которые нужно было приводить точно, потому что безграмотные ересиархи часто выдумывали якобы цитируемые изречения пророков, Христа и Аристотеля. Отсюда возникла система ссылок на текст, удержавшаяся до настоящего времени. Эта ступень науки называлась схоластикой, и к XV веку она перестала удовлетворять ученых.
Тогда был расширен круг источников. Привлекались сочинения других древних авторов, тексты которых нуждались в проверке. Так возникла гуманитарная, то есть человеческая, а не божественная наука, филология, отличающаяся от схоластики критическим подходом к текстам. Но как тут, так и там источник был один и тот же — чужие слова. Система хозяйства, земледельческого, скотоводческого и даже охотничьего имеет свою инерцию. Если, допустим, ее расшатают засухи, то ослабление основанного на ней государства произойдет лишь тогда, когда иссякнут запасы, и постоянное недоедание, а не кратковременный голод подорвет силы нарождающегося поколения. Вскрыть этот процесс можно только путем широкой интеграции рядов исторических событий, а никак не скрупулезного коррелирования природных и исторических явлений. Следует напомнить в связи с этим замечательные слова естествоиспытателя: «Вы никогда не узнаете, на что похожа мышь, если будете тщательно изучать ее отдельные клетки под микроскопом, так же, как не поймете прелести готического собора, подвергая каждый его камень химическому анализу». Сноска. Цитируется по работе Мирская «Противоречивость научного творчества». Научное творчество под редакцией Микулинского, Ярошевского. Москва, 1969 год, страница 298. Конец сноски. Разумеется, рассматривая один или даже два факта в отрыве от прочих, мы остаемся в плену у древних авторов, умевших с умом и талантом навязать свои оценки читателю. Но если мы отслоим от источников прямую информацию и возьмем вместо двух фактов 2000, то получим несколько причинно-следственных цепочек, коррелирующих не только между собой, но и с предложенной нами моделью. Это непростая функциональная зависимость, каковую искали в XVIII веке поборники географического детерминизма, например, Монтескье. Здесь мы находим связь системную, легшую в основу науки о взаимоотношении человечества с природой. Универсальность и специфичность отмеченного нами взаимодействия позволяют выделить его изучение в самостоятельную, пограничную область науки и, как сочетание истории с географией, назвать этнология. Но здесь встает новый, больной вопрос. Можно ли найти осязаемое определение этноса? Рамки. Что нам точно известно об этносах? Очень много и очень мало. Мы не имеем оснований утверждать, что этнос, как явление, имел место в Нижнем Палеолите. За высокими надбровными дугами внутри огромной черепной коробки неандертальца, видимо, гнездились мысли и чувства, но о том, каковы они были, мы пока не имеем права даже догадываться, если хотим остаться на платформе научной достоверности. О людях эпохи Верхнего Палеолита мы знаем больше. Они великолепно умели охотиться, делали копья и дротики, одевались в одежду из звериных шкур и рисовали не хуже парижских импрессионистов. По-видимому, форма их коллективного бытия походила на те, которые известны нам, но это только предположение, на котором нельзя строить даже научную гипотезу. Не исключено, что в древние эпохи были какие-нибудь особенности, до нашего времени не сохранившиеся. Зато народы позднего неолита и бронзы, третье-второе тысячелетие до нашей эры, мы можем считать с большой долей вероятности подобными историческим. К сожалению, наши знания об этнических различиях в это время отрывочны и скудны настолько, что, базируясь на них, мы рискуем не отличить закономерности, которые нас в данный момент интересуют, от локальных особенностей и, приняв частное за общее, впасть в ошибку.
Достоверный материал для анализа дает нам так называемая историческая эпоха, когда письменные источники освещают историю этносов и их взаимоотношений. Мы вправе, изучив этот раздел темы, применить полученные наблюдения к более ранним эпохам и путем экстраполяции восполнить пробелы наших знаний, возникающие на первой стадии изучения. Таким образом, мы избежим аберрации дальности, одной из наиболее частых ошибок исторической критики. За верхнюю дату целесообразно принять начало XIX века, потому что для установления закономерности нам нужны только законченные процессы. Говорить о незаконченных процессах можно лишь в порядке прогнозирования, а для последнего нужно иметь в руках формулу закономерности, ту самую, которую мы ищем. Кроме того, при исследовании явлений XX века возможна аберрация близости, при которой явления теряют масштабность, как и при аберрации дальности. Поэтому мы ограничимся для постановки проблемы эпохой в 3000 лет. С XII века до нашей эры по XIX век нашей эры, или, для наглядности, от падения Трои до низложения Наполеона. Для начала мы исследуем наш обильный материал путем синхронической методики, основываясь на сопоставлении сведений, достоверность которых не вызывает сомнений. Новое, что мы собираемся внести, будет сочетание фактов в предлагаемом нами аспекте. Это необходимо, потому что калейдоскоп дат в различных хронологических таблицах не дает читателю никакого представления о том, что происходило с народами на протяжении их исторической жизни. Предлагаемая методика характерна не столько для гуманитарных, сколько для естественных наук, где установление связей между фактами на основании статистической вероятности и внутренней логики явлений считается единственным путем для построения эмпирического обобщения, которое столь же достоверно, как и наблюденный факт. Сноска. Вернадский. Избранные сочинения. Том 5, страница 19. Конец сноски. Эмпирическое обобщение не является ни гипотезой, ни популяризацией, хотя оно строится не на первичном материале, опыте, наблюдении, чтении первоисточника, а на уже собранных и проверенных фактах. Сведение материала в систему и построение концепции есть средняя стадия осмысления проблемы, предшествующая философскому обобщению. Для наших целей нужна именно эта средняя ступень. Кажется, что чем подробнее и многочисленнее сведения, касающиеся того или иного предмета, тем легче составить о нем исчерпывающее представление. Но так ли это на самом деле? Скорее всего, нет. Излишние, слишком мелкие сведения, не меняющие картины в целом, создают то, что в кибернетике и системологии именуются шумы или помехи. Однако для других целей бывают нужны именно нюансы настроений. Короче говоря, для уяснения природы явлений следует охватывать всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, а не все сведения, имеющиеся в арсенале науки. Но что считать относящимся к вопросу? Видимо, ответ в разных случаях будет различным. История человечества и биография замечательного человека – явления неравновеликие, и закономерности развития в обоих случаях будут разными, а между ними есть сколько угодно градаций. Дело осложняется тем, что любое историческое явление – войну, издание закона, сооружение памятника архитектуры, создание княжества или республики и так далее – следует рассматривать в нескольких степенях приближения, причем сопоставление этих степеней дает, на первый взгляд, противоречивые результаты. Приведем пример из общеизвестной истории Европы.
После реформации возникла борьба между протестантской унией и католической лигой. Приближение А. Следовательно, все протестанты Западной Европы должны были бы воевать против всех католиков. Однако католическая Франция была членом протестантской унии, а протестантская Дания в 1643 году ударила в тыл протестантской Швеции, то есть политические интересы были поставлены выше идеологических. Приближение Б. Значит ли это, что первое утверждение было неверным? Отнюдь нет, оно было только более обобщенным. Кроме того, в войсках обеих сторон сражались наемники, в подавляющем числе индифферентные к религии, но падкие на грабеж. Значит, в следующем приближении С можно было бы охарактеризовать 30-летнюю войну как разгул бандитизма, и это было бы в какой-то мере тоже правильно. Наконец, за религиозными лозунгами и золотыми диадемами королей скрывались реальные классовые интересы, не учитывать которые было бы неправильно. Приближение Д. К этому нужно прибавить сепаратистские тенденции отдельных областей. Приближение Е, обнаруживаемые путем палеоэтнографии и так далее. Как видно из приведенного примера, система последовательных приближений – дело сложное даже при разборе одного локализованного эпизода. Тем не менее, терять надежду на успех не надо, ибо нам остается путь научной дедукции. Подобно тому, как движение Земли является сложно составным из многих закономерных движений – вращение вокруг оси, вращение вокруг Солнца, смещение полюса, перемещение со всей планетной системой по галактике и многие другие, так и человечество – антропосфера, развиваясь, испытывает не одно, а ряд воздействий, изучаемых отдельными науками. Спонтанное движение, отраженное в общественном развитии, изучается историческим материализмом. Физиология человека – область биологии, соотношение человека с ландшафтом, историческая география находится в сфере географических наук, изучение войн, законов и учреждений – история политическая, а мнение и мысли – история культуры. Изучение языков – лингвистика, а творчество литературного – философия и так далее. Где же помещается наша проблема? Начнем с того, что этнос, тот или иной, как, например, язык, явление не социальное, потому что он может существовать в нескольких формациях. Влияние спонтанного общественного развития на становление этносов экзогенно. Общественное развитие может оказать воздействие на формирование или разложение этносов только при условии своего воплощения в истории, как политической, так и культурной. Поэтому можно сказать, что проблема этногенеза лежит на грани исторической науки, там, где ее социальные аспекты плавно переходят в естественные. Поскольку все явления этногенеза происходят на поверхности Земли в тех или иных географических условиях, то неизбежно возникает вопрос о роли ландшафта как фактора, представляющего экономические возможности естественно сложившимся человеческим коллективом этносом. Сноска. Колесник. Основы общего землеведения. Москва. 1955 год, страницы 412-416, конец сноски. Но сочетание истории с географией для нашей проблемы недостаточно, потому что речь идет о живых организмах, которые, как известно, всегда находятся в состоянии либо эволюции, либо инволюции, либо мономорфизма, устойчивости внутри вида, и взаимодействуют с другими живыми организмами, образуя сообщество геобиоценозы. Таким образом, следует поместить нашу проблему на стыке трех наук – истории, географии, ландшафтоведения и биологии, экологии и генетики.
А коль скоро так, то можно дать второе приближение определения термина «этнос». Этнос — специфическая форма существования вида Homo sapiens, а этногенез — локальный вариант внутривидового формообразования, определяющийся сочетанием исторического и хрономического ландшафтного факторов. Может показаться экстравагантным аспект, в котором одной из движущих сил развития человечества являются страсти и побуждения, но начало этому типу исследований положили Дарвин и Энгельс. Сноска. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 21. Страница 176. Конец сноски. Следуя научной традиции, мы обращаем внимание на ту сторону человеческой деятельности, которая выпадала из поля зрения большинства наших предшественников. У историка без географии встречается притыкание. Зависимость человека от окружающей его природы, точнее, от географической среды, не оспаривалась никогда, хотя степень этой зависимости расценивалась разными учеными различно. Но в любом случае хозяйственная жизнь народов, населяющих и населявших землю, тесно связана с ландшафтами и климатом населенных территорий. Подъем и упадок экономики древних эпох проследить довольно трудно, опять-таки из-за неполноценности информации, получаемой из первоисточников. Но есть индикатор – военная мощь. Что касается нового времени, то это ни у кого не вызывает сомнения. Однако уже 2000 лет дело обстояло точно так же, и не только у оседлых народов, но и у кочевников. Для похода надо иметь не только сытых, сильных и неутомленных людей, способных натягивать тугой лук до уха, что позволяло метать стрелы на 700 метров, тогда как при натягивании до глаза дальность полета стрелы 350-400 метров, и фехтовать тяжелым мечом или, что еще труднее, кривой саблей. Нужно было еще иметь коней, примерно по 4-5 на человека, учитывая обоз или вьюки. Требовался запас стрел, а изготовление их – дело трудоемкое. Нужны были запасы провианта, например, для кочевников, отара овец, а, следовательно, при ней пастухи. Нужна резервная стража для охраны женщин и детей. Короче говоря, война и тогда стоила денег, к тому же больших. Вести войну за счет врага можно только после первой и немалой победы, а для того, чтобы ее одержать, требуется крепкий тыл, цветущее хозяйство, а, соответственно, оптимальные природные условия. О значении географических условий, например, рельефа для военной истории, говорилось давно, даже, можно сказать, всегда. Достаточно напомнить несколько примеров из древней истории. Битву при Тразименском озере Ганнибал выиграл, использовав несколько глубоких долин, расположенных к берегу озера и дороге, по которой шли римские войска под углом в 90 градусов. Благодаря этой диспозиции он атаковал римское войско сразу в 3 местах и выиграл битву. При Киноскефалах македонская фаланга на пересеченной местности рассыпалась, и римляне легко перебили тяжело вооруженных врагов, потерявших строй. Эти и подобные примеры всегда находились в поле зрения историков и дали повод Болтину сделать знаменательное замечание. У историка, не имеющего в руках географии, встречается притыкание. Сноска. Болтин. Примечание на историю древняя и нынешняя России господина Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. В 2 томах, том 2, Санкт-Петербург, 1788 год, страница 20. Конец примечания. Однако
Останавливаться на такой ясной проблеме в XX веке нецелесообразно, потому что и история ныне ставит куда более глубокие задачи, чем раньше, да и география отошла от простого описания диковинок нашей планеты и обрела возможности, которые нашим предкам были недоступны. Поэтому мы поставим вопрос иначе. Не только как влияет географическая среда на людей, но и в какой степени сами люди являются составной частью той оболочки Земли, которая сейчас именуется биосферой. Сноска. Вернадский. Избранное сочинение. Том 5. Конец сноски. На какие именно закономерности жизни человечества влияет географическая среда и на какие не влияет? Эта постановка вопроса требует анализа, то есть искусственного расчленения проблемы для удобства исследования. Следовательно, она для понимания истории имеет лишь вспомогательное значение, так как цель нашей работы — синтез. Но, увы, как нельзя построить дом без фундамента, так невозможно дать обобщение без предварительного расчленения. Ограничимся минимумом. Говоря об истории человечества, мы обычно имеем в виду общественную форму движения истории, то есть прогрессивное развитие человечества как целого по спирали. Это движение спонтанное, и уже по одному этому не может быть функции каких бы то ни было внешних причин. На эту сторону истории ни географические, ни биологические воздействия влиять не могут. Так на что же они влияют? На организмы, в том числе и людские. Этот вывод уже сделан в 1922 году Бергом для всех организмов, в том числе и людей. Географический ландшафт воздействует на организм принудительно, заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и так далее – все это накладывает особый отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть. Сноска. Берг. Гомогенез. 1922 год, страницы 180-181, конец сноски. А под ландшафтом понимается участок земной поверхности, качественно отличный от других участков, окаймленный естественными границами и представляющий собой целостную и взаимно обусловленную закономерную совокупность предметов и явлений, которая типически выражена на значительном пространстве и неразрывно связана во всех отношениях с ландшафтной оболочкой. Сноска. Колесник. Основы общего землеведения. Страница 455. Конец сноски. В сочетании это можно назвать место развития. Сноска. Савицкий. Географические особенности России. Первое. Прага. 1927 год. Страницы 30-31. Конец сноски. Сформулированный здесь тезис Берг назвал хорономическим, от греческого «хорос» — «место», принципом эволюции, связав таким образом географию с биологией. В принятом нами аспекте к двум названным наукам прибавлена история, и, тем не менее, принцип остается неколебимым. Более того, он получил новое неожиданное подтверждение, и это обязывает нас продолжить рассмотрение закономерностей развития этноса, но уже с учетом динамического момента появления новых этносов, то есть этногенеза на базе характеристики фаз этногенеза. Однако это тема другой главы. Глава 2. Природа и история.
Сочетание природоведения и истории. В древности, когда мир представлялся человеку целостным, несмотря на видимое разнообразие и взаимосвязанным вопреки кажущейся разобщенности, проблемы сопряжения естествознания и истории не могли даже возникнуть. В анналы вносили все события, считавшиеся достойными увековечения: войны и потопы, перевороты и эпидемии, рождение гения и полет кометы. Все это считалось явлениями равноценными по значимости и интересу для потомков. Тогда в научной мысли господствовал принцип магии. Сходное порождает сходное, позволявший путем широких ассоциаций улавливать связи между явлениями природы и судьбами народов или отдельных людей. Этот принцип получил развитие в астрологии и мантике, науке о гадании, но с развитием отдельных наук, по мере накопления знаний, он был отброшен как несостоятельный и не оправдывающий себя при практическом применении. В XVIII-XIX веках, благодаря дифференциации наук, было накоплено огромное количество сведений, к началу XX века ставшее необозримым. Образно говоря, могучая река науки была пущена в ирригационные арыки. Животворная влага оросила широкую территорию, но озеро, ранее ею питаемое, то есть целостное миросозерцание, высохло, и вот осенний ветер вздымает донные отложения и засевает соленой пылью разрыхленную землю полей. Скоро на месте степи, пусть сухой, но кормившей стада, возникнут солончаки, и биосфера уступит место костному веществу, конечно, не навсегда, но надолго. Ведь когда люди покинут обреченную землю, арыки заилятся, а река снова проложит русло и заполнит естественную впадину. Ветер заметет солончаки тонким слоем пресной пыли, на ней пробьется травка и упадет, несъеденная копытными. Через несколько веков на равнине образуется гумусный слой, а в озере планктон, значит, придут травоядные, а водоплавающие птицы на лапках принесут в озеро рыбью икру, и жизнь опять восторжествует в своем многообразии. Так и в науке. Узкая специализация полезна лишь как средство накопления знаний. Дифференциация дисциплин была этапом необходимым и неизбежным, который станет губительным, если затянется надолго. Накопление сведений без систематизации их на предмет широкого обобщения – занятие довольно бессмысленное. И так ли уж ложны были принципы древней науки? Может быть, несостоятельность ее заключалась не в постулатах, а в неумелом их применении? Ведь есть же взаимодействие истории природы и истории людей, которое можно уловить, используя сумму накопленных знаний и методику исследования, развивающуюся на наших глазах. Попытаемся же пойти по этому пути и сформулируем задачу так. Может ли изучение истории принести пользу при интерпретации явлений природы? Очевидно, что социальные и природные явления не идентичны, но имеют где-то точку соприкосновения. Ее-то и надо найти, потому что это не может быть антропосфера в целом. Даже если понимать антропосферу как биомассу, то необходимо отметить две стороны явления. Мозаичность, ибо разные коллективы людей по-разному взаимодействуют с окружающей средой. Если же учесть хорошо известную историю последних 5000 лет, то это разнообразие и выяснение его причин окажутся ключом к поставленной проблеме. Многогранность изучаемого предмета – человечество. Это надо понимать в том смысле, что каждый человек или человечество в целом является и физическим телом, и организмом, и верхним звеном какого-либо биоценоза, и членом общества, и представителем народности, и тому подобное.
В каждом из перечисленных примеров предмет, в данном случае человек, изучается соответствующей научной дисциплиной, что не отрицает других аспектов исследования. Для нашей проблемы важна именно этническая сторона человечества как целого. Сделаем небольшой экскурс в гносеологию. Спросим себя, что доступно непосредственному наблюдению. Оказывается, это не предмет, а границы предметов. Мы видим воду моря, небо над землей, ибо они граничат с берегами, воздухом, горами. Но пелагические рыбы могли бы догадаться о существовании воды, только будучи выловлены и вытянуты на воздух. Так мы знаем, что как категория время есть, но, не видя его границ, не имеем возможности дать времени общепонятное определение. И чем сильнее контраст, тем яснее для нас предметы, которые мы не видим, а додумываем, то есть воображаем. Историю, как цепочки событий, мы наблюдаем постоянно. Следовательно, история — это граница. К счастью, мы знаем чего — социальной формы движения материи и 4 природных. А раз так, то наряду с социосферой и порожденной ею техносферой есть некая живая сущность, находящаяся не только вокруг людей, но и в них самих. И эти стихии столь контрастны, что улавливаются человеческим сознанием без малейшего труда. Именно потому оказались ненужными, вернее, недостаточными гуманитарные концепции. Они ставили вопрос о влиянии на исторический процесс или процессы географических, биологических, социальных или, в идеалистических системах, духовных факторов, а не о сопряжении тех и других, благодаря чему становятся доступны эмпирическому обобщению и сам процесс, и его составляющие. Предлагаемый здесь подход – не что иное, как анализ, то есть расчленение, необходимое для того, чтобы распутать неясные места в истории и потом перейти к синтезу, когда учитываются результаты разных методик исследования. В историографии XIX века взаимодействие социального с природным учитывалось не всегда. Сноска. Плеханов. Нечто об истории. Сочинение в 24 томах. Том 8. Москва-Ленинград. 1923 год. Страница 227. Конец сноски. Но теперь динамика природных процессов изучена настолько, что сопоставимость их с историческими событиями очевидна. Биоценология показала, что человек входит в биоценоз ландшафта как верхнее завершающее звено, ибо он крупный хищник и как таковой подвластен эволюции природы, что отнюдь не исключает наличие дополнительного момента – развития производительных сил, создающих техносферу, лишенную саморазвития и способную только разрушаться. Формации и этносы. Впрочем, если мы просмотрим всю мировую историю, то заметим, что совпадение смены формаций и появления новых народов всего лишь редкие исключения, тогда как в пределах одной формации постоянно возникают и развиваются этносы, очень непохожие друг на друга. Возьмем для примера XIII век, когда феодализм процветал от Атлантики до Тихого океана. Разве похожи были французские бароны на свободных крестьян Скандинавии, на рабов-воинов-мамлюков Египта, на буйное население русских вечевых городов, на нищих завоевателей полумира монгольских нухуров или на китайских землевладельцев империи Сун? Единым у всех них был феодальный способ производства, но в остальном между ними было мало общего. Отношение к природе не совпадает у земледельца и кочевника. Восприимчивость к чужому или способность к культурным заимствованиям в Европе была выше, чем в Китае, равно как стремление к территориальным захватам, стимулировавшее крестовые походы. Русская
подсечное земледелие было проще и примитивнее виноградарства Сирии и Пелопоннеса, но при меньших затратах труда приносило баснословные урожаи. Языки, религия, искусство, образование — все было не похоже, но в этом разнообразии не было беспорядка. Каждый стиль жизни был достоянием определенного народа. Особенно это заметно по отношению к ландшафтам, в которых создавались и обитали этносы. Но не нужно думать, что только природой определяется степень этнической оригинальности. Проходили века, и соотношения этносов менялись. Одни из них исчезали, другие появлялись, и этот процесс в советской науке принято называть этногенезом. В единой мировой истории ритмы этногенеза сопряжены с пульсом социального развития, но сопряжение не означает совпадение, а тем более единство. Факторы процесса истории различны, и наша задача, анализ, заключается в том, чтобы выделить в нем феномены, непосредственно присущие этногенезу, и тем самым уяснить себе, что такое этнос и какова его роль в жизни человечества. Для начала необходимо условиться о значении терминов и границах исследования. Греческое слово «этнос» имеет в словаре много значений, из которых мы выбрали одно – вид, порода, подразумевается людей. Для нашей постановки темы не имеет смысла выделять такие понятия, как племя или нация, потому что нас интересует тот член, который можно вынести за скобки, иными словами, то общее, что имеется и у англичан, и у масаев, и у древних греков, и современных цыган. Это свойство вида Homo sapiens – группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и своих, иногда близких, а часто довольно далеких, всему остальному миру. Противопоставление «мы-они» «conditio sine qua non est» характерно для всех эпох и стран: эллины и варвары, иудеи и необрезанные, китайцы, люди Срединного государства, и ху, варварская периферия, в том числе и русские, арабы-мусульмане во время первых халифов и неверные, европейцы-католики в средние века, единство, называющееся христианским миром, и нечестивые, в том числе греки и русские, православные в ту же эпоху и нехристи, включая католиков, туареги и нетуареги, цыгане и все остальные и так далее. Явление такого противопоставления универсально, что указывает на глубокую его подоснову, но само по себе это лишь пена на многоводной реке, и сущность его нам предстоит вскрыть. Однако уже сделанного наблюдения достаточно, чтобы констатировать сложность эффекта, который можно назвать этническим, в смысле породным, и который может стать аспектом для построения этнической истории человечества, подобно тому, как построены социальная, культурная, политическая, религиозная и многие другие. Поэтому наша задача состоит прежде всего в том, чтобы уловить принцип процесса. Связь этнической истории с географией несомненна, но ею нельзя исчерпывать всю сложность взаимоотношений многообразных явлений природы с зигзагами истории этносов. И более того, тезис, согласно которому любой признак, положенный в основу классификации этносов, является адаптационным конкретной среде, отражает только одну сторону процесса этногенеза. Еще Гегель писал, что недопустимо указывать на климат Ионии как на причину творений Гомера. Сноска. Гегель. Философия истории. Сочинение в 14 томах. Том 8. Москва. 1935 год. Страница 72. Конец сноски. Однако, сложившись в определенном регионе, где приспособление к ландшафту было максимальным, этнос при миграции сохраняет многие первоначальные черты, которые отличают его от этносов аборигенов.
Так испанцы, переселившиеся в Мексику, не стали индейцами, ацтеками или майя. Они создали для себя искусственный микроландшафт, города и укрепленные асьенды, и сохранили свою культуру как материальную, так и духовную, несмотря на то, что влажные тропики Юкатана и полупустыни Анауака весьма отличались от Андалусии и Кастилии. И ведь отделение Мексики, Новой Испании, как она тогда называлась, от Испании в XIX веке было в значительной мере делом рук потомков индейских племен, принявших испанский язык и католичество, но поддержанных свободными племенами команчей, бродивших к северу от Рио-Гранде. Теперь сделаем первый вывод, который будет в дальнейшем изложении исходным. Мозаичная антропосфера, постоянно меняющаяся в историческом времени и взаимодействующая с ландшафтами планеты Земля, не что иное, как этносфера. Поскольку человечество распространено по поверхности суши повсеместно, но неравномерно и взаимодействует с природной средой Земли всегда, но по-разному, целесообразно рассматривать его как одну из оболочек Земли, но с обязательной поправкой на этнические различия. Таким образом, мы вводим термин «этносфера». Этносфера, как и прочие географические явления, должна иметь свои закономерности развития, отличные и от биологических, и от социальных. Этнические закономерности просматриваются в пространстве, этнография, и во времени, этногенез и палеогеография антропогенных ландшафтов. Можно ли верить историческим источникам? Яцунский, автор прекрасных обзоров географической мысли XV-XVIII веков, справедливо отмечает, историческая география изучает не географические представления людей прошлого, а конкретную географию прошлых веков. Сноска. Яцунский. Историческая география. Москва, 1955 год, страница 3. Конец сноски. Исходные данные для этого поиска, очевидно, следует искать в исторических сочинениях эпох минувших. Но как? К сожалению, нет никаких указаний на возможную методику исследования. И вот почему. Исторические материалы, как источник для восстановления древних климатических условий, применялись и применяются очень широко. В этом плане развивалась знаменитая полемика между Бергом и Грум-Гржемайло по вопросу об усыхании Центральной Азии в исторический период. Сноска. Берг. Климат и жизнь. Москва, 1974 год. Грум-Гржемайло. Рост пустынь и гибель пастбищных угодий и культурных земель в Центральной Азии за исторический период. Известия. 1933 год. Том 11, выпуск 5. Конец сноски. Связанную с этим вопросом проблему колебания уровня Каспийского моря в первом тысячелетии новой эры также пытались решить путем подбора цитат из сочинений древних авторов. Сноска. Берг. Уровень Каспийского моря в историческое время. Очерки по физической географии. Москва-Ленинград, 1949 год, страницы 205-279. Шнитников. Ритм Каспия. Доклады Академии наук СССР, 54 год, том 94, номер 4. Аполлов. Первое. Доказательства прошлых низких стояний уровня Каспийского моря. Москва, 1951 год. Второе. Колебания уровня Каспийского моря. Труды Института океанологии. 56 год. Том 15. Конец сноски. Делались специальные подборки сведений из русских летописей для того, чтобы сделать заключение об изменении климата Восточной Европы. Сноска. Беттин, Преображенский.
суровость зим в Европе и ледовитость Балтики. Ленинград, 1962 год. Бучинский. Очерки климата русской равнины в историческую эпоху. Ленинград, 1957 год. Конец сноски. Но итоги многочисленных и трудоемких исследований не оправдали ожиданий. Иногда сведения источников подтверждались, а иногда проверка другим путем их опровергала. Отсюда вытекает, что совпадение полученных данных с истиной было делом случая, а это говорит о несовершенстве методики. В самом деле, путь простых ссылок на свидетельства древнего или средневекового автора приведет к ложному или, в лучшем случае, неточному выводу. Так и должно быть. Летописцы упоминали о явлениях природы либо между прочим, либо исходя из представлений науки их времени, трактовали грозы, наводнений и засухи как предзнаменование или наказание за грехи. В обоих случаях явления природы описывались выборочно, когда они оказывались в поле зрения автора, а сколько их было опущено, мы даже догадаться не можем. Один автор обращал внимание на природу, а другой в следующем веке нет, и может оказаться, что в сухое время дожди упомянуты чаще, чем во влажное. Историческая критика тут помочь не в состоянии, потому что по отношению к пропускам событий, не связанных причинно-следственной зависимостью, она бессильна. Древние авторы всегда писали свои сочинения ради определенных целей и, как правило, преувеличивали значение интересовавших их событий. Степень же преувеличения или преуменьшения определить очень трудно и не всегда возможно. Сноска. Гумилев. Хунну. Москва, 1960 год. Страницы 59-62. Конец сноски. Так, Берг на основании исторических сочинений сделал вывод, что превращение культурных земель в пустыни является следствием войн. Сноска. Берг. Климат и жизнь. Конец сноски. Ныне эта концепция принимается без критики, и в качестве примера чаще всего приводится находка Козлова, мертвый тангутский город Идзин-Ай, известный под названием Харахото. Сноска. Мерперт, Пашутов, Черепнин. Чингисхан и его наследие. История СССР, 1962 год, номер 5, страница 56. Конец сноски. Этот момент является настолько показательным, что мы сосредоточим наше внимание на одной проблеме – географическом местоположении этого города и условиях его гибели. Тангутское царство располагалось в Ордосе и Алашане, в тех местах, где ныне находятся песчаные пустыни. Казалось бы, это государство должно быть бедным и малолюдным, а на самом деле оно содержало армию в 150 тысяч всадников, имело университет, академию, школы, судопроизводство и даже дефицитную торговлю, ибо оно больше ввозило, чем вывозило. Дефицит покрывался отчасти золотым песком из тибетских владений, а главное – выводом живого скота, который составлял богатство Тангутского царства. Сноска. Грум Гржимайло. Рост пустынь. Конец сноски. Город, обнаруженный Козловым, расположен в низовьях Эдзингола, в местности, ныне безводной. Две старицы, окружающие его с востока и запада, показывают, что вода там была, но река сместила русло к западу и ныне впадает двумя рукавами в озера Соленое, Гашуннор, и Пресное, Согонор. Козлов описывает долину Согонор как прелестный оазис среди окружающей его пустыни, но вместе с тем отмечает, что большое население прокормиться тут не в состоянии. А ведь только цитадель города Идзин-Ай представляет собой квадрат, сторона которого равна 400 метрам.
Кругом же прослеживаются следы менее капитальных строений и фрагменты керамики, показывающие наличие слобод. Разрушение города часто приписывают монголам. Действительно, в 1227 году Чингисхан взял Тангутскую столицу, и монголы жестоко расправились с ее населением. Но город, открытый Козловым, продолжал жить еще в XIV веке, о чем свидетельствуют даты многочисленных документов, найденных работниками, возглавлявшейся им экспедиции. Кроме того, гибель города связана с изменением течения реки, которая, по народным преданиям торгоутов, была отведена осаждающими посредством плотины из мешков с землей. Плотина эта сохранилась до сих пор в виде вала. Так оно, видимо, и было. Но монголы тут ни при чем. В описаниях взятия города Урахая, монгольский, или Хэшуэйчена, китайский, нет таких сведений. Да это было бы просто невозможно, так как у монгольской конницы не было на вооружении необходимого шансового инструмента. Гибель города приписана монголам по дурной традиции, начавшейся еще в средние века, приписывать им все плохое. На самом деле Тангутский город погиб в 1372 году. Он был взят китайскими войсками Минской династии, ведшей в то время войну с последними чингисидами, и разорен как опорная точка монголов, угрожавших Китаю с запада. Сноска. Руденко, Гумилев. Археологические исследования Козлова в аспекте исторической географии. Известия географического общества 1966 года, выпуск 3, страница 244. Конец сноски. Но почему же тогда он не воскрес? Изменение течения реки не причина, так как город мог бы перекочевать на другой проток Эдзингола. А на этот вопрос можно найти ответ в книге Козлова. Со свойственной ему наблюдательностью он отмечает, что количество воды в Эдзинголе сокращается, озеро Согонор мелеет и зарастает камышом. Некоторую роль здесь играет перемещение русла реки на запад, но это одно не может объяснить, почему страна в XIII веке кормила огромное население, а к началу XX века превратилась в песчаную пустыню. Итак, вина за запустение культурных земель Азии лежит не на монголах, а на изменении климата, явлении, описанном нами в специальных работах. Сноска. Гумилев. Первое. Гетерохронность увлажнения Евразии в древности. Ландшафт и этнос. Вести Ленинградского университета, 66 год, номер 6, страница 64 и 71. Второе. Гетерохронность увлажнения Евразии в средние века. Ландшафт и этнос. Вести Ленинградского университета, 66 год, номер 18, страницы 81-90. Конец сноски. Можно ли верить памятникам? Но почему именно Чингису и его детям приписывалось опустошение Азии, в то время как другие события гораздо большего масштаба, например, разгром уйгуров кыргызами в 841-846 годах или поголовное истребление калмыков маньчжурским императором Цянь-Луном в 1756-58 годах, остались вне поля зрения историков? Сноска. Китайский император Цянь-Лун произвел массовое истребление ойратов, причем маньчжуры охотились за женщинами, детьми и старцами, не давая пощады никому. Официальная китайская история ограничилась простой справкой: было убито более 1 миллиона ойратов. Грандиозное событие потонуло в казенщине, и разве только оно одно.
Увы, история человечества известна нам с разной степенью подробности, а это равносильно тому, что если бы географ имел карту на одном планшете 1 к 200 тысячам, а на другом 1 к 100. Конец сноски. Ответ на этот вопрос нужно искать не в истории народов, а в историографии. Талантливые книги по истории пишутся нечасто, не по всякому поводу, и, кроме того, они не все дошли до нас. Эпоха XIV-XV веков была на Ближнем Востоке эпохой расцвета литературы, а борьба с монгольским игом и в Персии, и в России в этот период являлась самой актуальной проблемой, и поэтому ей посвящено множество сочинений, которые уцелели до нашего времени. Среди них были и талантливые, и яркие труды, которые мы знаем. Они вызывали подражание и повторение, что увеличивало общее количество работ по данному вопросу. Истребление же ойратов не нашло себе историка, или он погиб в резне. Таким образом, оказалось, что события освещены неравномерно, и значение их искажено, поскольку они представлены как бы в разных масштабах. Отсюда и возникла гипотеза, приписывающая воинам Чингисхана почти тотальное уничтожение населения завоеванных им стран и полное изменение их ландшафта, что отнюдь не соответствует истине. Следует отметить, что наибольшему усыханию подверглись неразрушенные войной страны, а Уйгурия, где войны вообще не было, и Джунгария, где уничтожать травянистые степи никто не собирался, следовательно, историко-географические сведения источников ненадежны. И, наконец, есть соблазн считать миграциями грандиозные исторические события, например, походы монголов XIII века. Ему поддались видные ученые Хантингтон и Брукс, но монгольские походы не были связаны с миграциями. Победы одерживали не скопища кочевников, а небольшие, прекрасно организованные мобильные отряды, после кампаний возвращавшиеся в родные степи. Число выселявшихся было ничтожно даже для XIII века. Так ханы ветви Джучидов, Батый, Орда и Шейбан получили по завещанию Чингиса всего 4000 всадников, то есть около 20 тысяч человек, которые расселились на территории от Карпат до Алтая. И наоборот, подлинная миграция калмыков XVII века осталась незамеченной большинством историков вследствие того, что она не получила большого резонанса в трудах по всемирной истории. Следовательно, для решения поставленной проблемы требуется более солидное знание истории, нежели то, которое легко почерпнуть из сводных работ, и знание географии более детальное, чем то, которым обычно ограничиваются историки или экономисты-сельскохозяйственники. И самое главное, необходимо отслоить достоверную информацию от субъективных восприятий, свойственных многим авторам письменных источников от Геродота до наших дней. Достоверной информацией мы называем сведения источников, прошедшие через горнило исторической критики и получившие интерпретацию, не вызывающую сомнений. Их очень много, но подавляющая часть относится к политической истории. Мы хорошо знаем даты и подробности сражений, мирных договоров, дворцовых переворотов, великих открытий, но как употребить эти данные для объяснения явлений природы? Методика сопоставления фактов истории с изменениями природы начала разрабатываться только в XX веке. Историк климата Леруа Ладюри отметил, что стремление свести подъемы и упадки хозяйства в разных странах Европы к периодам повышенного или пониженного увлажнения, похолодания или потепления основано на игнорировании экономики и социальных кризисов, роль которых не подлежит сомнению.
Так, увеличение ввоза прибалтийского, то есть русского зерна, в Средиземноморье и уменьшение поголовья овец в Испании в XVI и особенно в XVII веках легче сопоставить с разрушениями, нанесенными европейским странам реформации и контрреформации, нежели с незначительными изменениями годовых температур. Сноска. Леруа Ладюри. История климата за 1000 лет. Москва, 1971 год. Страницы 14-15. Конец сноски. Он прав. Достаточно отметить, что не только Германия, на территории которой происходила опустошительная 30-летняя война 1618-1648 годов, но и страна, не подвергавшаяся опустошениям Испания, в эти века имела отрицательный прирост населения. В 1600 году 8 миллионов, а в 1700 7,3 миллиона. Это объясняется просто тем, что большая часть молодых мужчин была мобилизована в Америку либо в Нидерланды, вследствие чего в стране не хватало рабочих рук для поддержания хозяйства и семьи. Что подумали бы об историке, который экономическое развитие Европы, начиная с 1850 года, стал бы объяснять отступлением ледников, безусловно, установленным для Альп, пишет Леруа Ладюри, и не согласиться с ним невозможно. Следовательно, по мнению нашего автора, необходимо просто накапливать факты, тщательно и точно датированные и освобожденные от произвольных толкований. Иными словами, мы должны быть уверены, что объяснение интересующего нас фактора за счет экономических, социальных, этнографических факторов и просто случайностей исключено. Сноска. Миграция отвечает исключительно сложным человеческим побуждениям и движущим силам. Голод возникает, когда создаются тяжелые условия для производства зерновых, и климатически дешифровать их никогда нельзя априори, поскольку речь может идти о метеорологических событиях, иногда кратковременных и незначительных в климатическом смысле. Работа Леруа Ладюри «История климата за 1000 лет», страница 17, конец сноски. В географии нет точной методики определения абсолютных датировок. Ошибка в 1000 лет считается там вполне допустимой. Легко установить, например, что в таком-то районе наносы ила перекрыли слои суглинка и, следовательно, отметить наличие обводнения, но невозможно сказать, когда оно произошло – 500 или 5000 лет тому назад. Анализ пыльцы показывает наличие, например, сухолюбивых растений на том месте, где ныне растут влаголюбивые, но нет никакой гарантии, что заболачивание долины не произошло от смещения русла ближней реки, а вовсе не от перемен климата. В степях Монголии и Казахстана обнаружены остатки рощ, в отношении которых нельзя сказать, погибли ли они от усыхания или были вырублены людьми, а если даже будет доказано последнее, то все равно остается неизвестной эпоха расправы человека над ландшафтом. Может быть, поможет археология. Памятники материальной культуры четко отмечают периоды расцвета и упадка народов и поддаются довольно четкой датировке. Вещи, находимые в земле, или старинные могилы не стремятся ввести исследователя в заблуждение или исказить факты, но ведь вещи молчат, предоставляя полный простор воображению археолога. А наши современники тоже не прочь пофантазировать, и хотя их образ мысли весьма отличен от средневекового, нет никакой уверенности, что он намного ближе к действительности.
В XX веке мы иногда встречаемся со слепой верой в могущество археологических раскопок, основанной на действительно удачных находках в Египте, Вавилонии, Индии и даже в Горном Алтае, благодаря которым удалось открыть и исследовать позабытые страницы древней истории. Но ведь это исключение. А по большей части археолог должен довольствоваться черепками, поднятыми из сухой пыли раскаленных степей, обломками костей в разграбленных могилах и остатками стен высотою в один отпечаток кирпича. А при этом еще надо помнить, что найденное — ничтожная часть пропавшего. В большинстве районов Земли не сохраняются почти все нестойкие материалы – дерево, меха, ткани, бумага или заменявшие ее береста и тому подобное. Никогда неизвестно, что именно пропало, а считать пропавшее несуществовавшим и не вводить на это поправки – ошибка, приводящая заведомо к неправильным выводам. Короче говоря, археология без истории может ввести исследователя в заблуждение. Попробуем подойти к решению проблемы иначе. Глава 3. А есть ли этнос? Признака для определения этноса нет. По предложенному нами определению, формой существования вида Homo sapiens является коллектив особей, противопоставляющий себя всем другим коллективам. Он более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени, что и составляет проблему этногенеза. Все такие коллективы более или менее разнятся между собой, иногда по языку, иногда по обычаям, иногда по системе идеологии, иногда по происхождению, но всегда по исторической судьбе. Следовательно, с одной стороны, этнос является производным от исторического процесса, а с другой, через производственную деятельность, хозяйство – связан с биоценозом того ландшафта, в котором он образовался. Впоследствии народность может изменить это соотношение, но при этом оно видоизменяется до неузнаваемости, и преемственность прослеживается лишь при помощи исторической методики и самой строгой критики источников, ибо слова обманчивы. Прежде чем двигаться дальше, следует хотя бы условиться о понятии «этнос», которое еще не дефинировано. У нас нет ни одного реального признака для определения любого этноса как такового, хотя в мире не было и нет человеческой особи, которая была бы внеэтнична. Все перечисленные признаки определяют этнос иногда, а совокупность их вообще ничего не определяет. Проверим этот тезис негативным методом. В теории исторического материализма основой общества признается способ производства, реализующийся в общественно-экономических формациях. Именно потому, что здесь решающую роль играет саморазвитие, влияние экзогенных факторов, в том числе природных, не может быть основным в генезисе социального прогресса. Понятие «общество» означает совокупность людей, объединенных общими для них конкретно историческими условиями материальной жизни. Главной силой в этой системе условий служит способ производства материальных благ. Люди объединяются в процессе производства, и результат этого объединения – общественные отношения, которые оформляются в одну из известных 5 формаций – первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунистическую. Объединиться в этнос нельзя, так как принадлежность к тому или другому этносу воспринимается самим субъектом непосредственно, а окружающими констатируется как факт, не подлежащий сомнению. Следовательно, в основе этнической диагностики лежит ощущение. Человек принадлежит к своему этносу с младенчества. Иногда, возможно,
инкорпорация иноплеменников, но применяемая в больших размерах, она разлагает этнос. Этнос может быть раздроблен, но при этом сохраняется и в диаспорном состоянии, образуя многочисленные реликтовые формы. Конкретно исторические условия меняются на протяжении жизни этноса не раз, и наоборот, дивергенция этносов часто наблюдается при господстве одного способа производства. Исходя из мысли Маркса об историческом процессе как взаимодействии истории природы и истории людей, можно предложить первое, наиболее общее деление на стимулы социальные, возникающие в техносфере, и стимулы природные, постоянно поступающие из географической среды. Сноска. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 3. Страница 16. Семевский. Методологические основы географии. Вести Ленинградского университета. 1968 год. Номер 24. Страница 58-60. Колесник. Проблема географической среды. Вести Ленинградского университета, 68 год, номер 12, страница 94, конец сноски. Каждый человек не только член того или иного общества, находящегося на определенной ступени развития, но и физическое тело, подверженное гравитации, завершающее звено какого-либо биоценоза, организм, способный к адаптации и находящийся в возрасте, определяемом воздействием гормонов. То же самое можно сказать про долгоживущие коллективы, которые в социальном аспекте образуют разнохарактерные классовые государства или племенные союзы, социальные организмы, а в природном – этносы, народности, нации. Несовпадение тех и других очевидно. Этнос – не общество. Но существует и иная точка зрения, согласно которой этнос – социальная историческая категория, причем его генезис и развитие определяются не биологическими законами природы, а специфическими законами развития общества. Сноска. Козлов, Покшишевский. Этнография и география. Советская этнография. Номер 1 за 1973 год. Страницы 9-10. Конец сноски. Как это понять? Согласно теории исторического материализма, спонтанное развитие производительных сил вызывает изменение производственных отношений, что порождает диалектический процесс классообразования, сменяющийся процессами классоуничтожения. Это глобальное явление, свойственное общественной форме развития материи. Но при чем тут этногенез? Разве появление столь известных этносов, как французы или англичане, хронологически или территориально совпадает со становлением феодальной формации? Или эти этносы исчезли с ее крахом и переходом к капитализму? И ведь в той же Франции социально-историческая категория «французское королевство» охватывала уже в XIV веке, кроме французов, кельтов, бретонцев, басков, провансальцев и бургундов. Так разве они не были этносами? Не говорит ли этот факт, один из очень многих, о том, что дефиниция Козлова отличается односторонностью? А коль скоро так, то это повод для научного диспута. Диалектический материализм разграничивает разные формы движения материи – механическую, физическую, химическую и биологическую, относя их к разделу природных. Общественная форма движения материи стоит особо в силу присущей ей специфики. Она свойственна лишь человечеству со всеми его проявлениями. Каждый человек и коллектив людей с техникой и доместикатами
ручные животные и культурные растения, подвержен воздействию как общественной, так и природных форм движения материи, непрестанно коррелирующих во времени история и пространстве география. При обобщении материала в единый доступный наблюдению и изучению комплекс «Историческая география» мы обязаны рассматривать его в двух ракурсах – со стороны социальной и со стороны природной. В первом ракурсе мы увидим общественные организации, племенные союзы, государства, теократии, политические партии, философские школы и тому подобное. Во втором – этносы, то есть коллективы людей, возникающие и рассыпающиеся за относительно короткое время, но имеющие в каждом случае оригинальную структуру, неповторимый стереотип поведения и своеобразный ритм, имеющий в пределе гомеостаз. Как известно, классы – это социально-исторические категории. В доклассовом обществе их аналогом являются племенные или родовые союзы, например, кланы у кельтов. В широком смысле понятие «социальная категория» может быть распространено на устойчивые институты, например, государство, церковную организацию, полис в Элладе или феод. Но каждому знающему историю известно, что подобные категории совпадают с границами этносов лишь в редчайших случаях, то есть прямой связи тут нет. В самом деле, правомерно ли сказать, что в Москве живут рабочие, служащие и татары? С нашей точки зрения, это абсурд, но по логике Козлова получается только так. Значит, ошибка кроется в постулате. Но мало этого. Экономика, всецело относящаяся к общественной форме движения материи, ломает национальные рамки. Казалось бы, при наличии общеевропейского рынка, однородной техники, схожести образования в разных странах и легкого изучения соседних языков, в Европе XX века этнические различия должны стираться. А на самом деле ирландцы уже отпали от Великобритании, не пожалев сил на изучение своего древнего и почти забытого языка. Претендуют на автономию Шотландия и Каталония, хотя за последние 300 лет они не считали себя угнетенными. В Бельгии фламандцы и валлоны, до сих пор жившие в согласии, начали бешеную борьбу, доходящую до уличных драк между студентами обоих этносов. Сноска. Кон. Диалектика развития наций. Ленинская теория наций и современный капитализм. Журнал «Новый мир» за 1970 год, номер 3. Страницы 133-149. Конец сноски. И поскольку в древности тоже наблюдается лишь случайное совпадение общественно-политических и этнических пиков или спадов, то очевидно, что мы наблюдаем интерференцию двух линий развития, или, говоря языком математики, двух независимых переменных. Не заметить это можно только при очень сильном желании. Язык. Попробуем раскрыть природу зримого проявления наличия этносов, противопоставления себя всем остальным «мы» и «не мы». Что рождает и питает это противопоставление? Не единство языка, ибо есть много двуязычных и триязычных этносов, и, наоборот, разных этносов, говорящих на одном языке. Так французы говорят на 4 языках – французском, кельтском, баскском и провансальском, причем это не мешает их нынешнему этническому единству, несмотря на то, что история объединения, точнее, покорение Франции от Рейна до Пиренеев парижскими королями была долгой и кровавой. Вместе с тем мексиканцы, перуанцы, аргентинцы говорят по-испански, но они не испанцы.
Недаром же пролились в начале XIX века потоки крови лишь для того, чтобы разоренная войной Латинская Америка попала в руки торговых компаний Англии и США. Англичане Нортумберленда говорят на языке, близком норвежскому, потому что они потомки викингов, осевших в Англии, а ирландцы до последнего времени знали только английский, но англичанами не стали. На арабском языке говорит несколько разных народов, а для многих узбеков родной язык таджикский и так далее. Кроме того, есть сословные языки, например, французский, в Англии XII-XIII веков, греческий в Парфии II-I веков до нашей эры, арабский в Персии с VII по XI век и так далее. Поскольку целостность народности не нарушалась, надо сделать вывод, что дело не в языке. Более того, часто языковое разнообразие находит практическое применение, причем эта практика сближает разноязычные народы. Например, во время американо-японской войны на Тихом океане японцы так научились расшифровывать американские радиопередачи, что американцы потеряли возможность передавать секретные сведения по радио. Но они нашли остроумный и неожиданный выход, обучив морзянке мобилизованных на военную службу индейцев. Апач племени Навахо передавал информацию на атабасском языке, а Синебоин Сиусу на дакотском, а тот, кто принимал, переводил текст на английский. Японцы раскрывали шифры, но перед открытыми текстами отступили в бессилии. Поскольку военная служба часто сближает людей, индейцы вернулись домой, обретя бледнолицых боевых товарищей. Но ведь и ассимиляции индейцев при этом не произошло, ибо командование ценило именно их этнические особенности, в том числе двуязычие. Итак, хотя в отдельных случаях язык может служить индикатором этнической общности, но не он ее причина. Заметим, что вепсы, удмурты, карелы, чуваши до сих пор говорят дома на своих языках, а в школах учатся на русском и в дальнейшем, когда покинут свои деревни, практически от русских неотличимы. Знание родного языка им отнюдь не мешает. Наконец, турки-османы. В XIII веке туркменский вождь Эртугрул, спасаясь от монголов, привел в Малую Азию около 500 всадников с семьями. Иконийский султан поселил прибывших на границе с Никией в Бруссе для пограничной войны с неверными греками. При первых султанах в Бруссу стекались добровольцы газии со всего Ближнего Востока ради добычи и земли для поселения. Они составляли конницу спаги. Завоевание Болгарии и Македонии в XIV веке позволило турецким султанам организовать пехоту из христианских мальчиков, которых отрывали от семей, обучали исламу и военному делу и ставили на положение гвардии нового войска янычар. В XV веке был создан флот, укомплектованный авантюристами всех берегов Средиземного моря. В XVI веке добавилась легкая конница Акинджи из завоеванных Диарбекра, Ирака и Курдистана. Дипломатами становились французские ренегаты, а финансистами и экономистами греки, армяне и евреи. А жен эти люди покупали на невольничьих базарах. Там были полячки, украинки, немки, итальянки, грузинки, гречанки, берберки, негритянки и так далее. Эти женщины в XVII-XVIII веках были матерями и бабушками турецких воинов. Турки были
этносом, но молодой солдат слушал команду по-турецки, беседовал с матерью по-польски, а с бабушкой по-итальянски, на базаре торговался по-гречески, стихи читал персидские, а молитвы арабские. Но он был османом, ибо вел себя, как подобало осману, храброму и набожному воину ислама. Эту этническую целостность развалили в XIX веке многочисленные европейские ренегаты и обучавшиеся в Париже младотурки. В XX веке Османская империя пала, а этнос рассыпался. Люди вошли в состав других этносов. Новую Турцию подняли потомки сельджуков из глубин Малой Азии, а остатки османов доживали свой век в переулках Стамбула. Значит, 600 лет этнос османов объединяла не языковая, а религиозная общность. Идеология и культура. Идеология и культура тоже иногда являются признаком, но не обязательным. Например, византийцем мог быть только православный христианин, и все православные считались подданными константинопольского императора и своими. Однако это нарушилось, как только крещенные болгары затеяли войну с греками, а принявшая православие Русь и не думала подчиняться Царьграду. Такой же принцип единомыслия был провозглашен халифами, преемниками Мухаммеда, и не выдержал соперничества с живой жизнью. Внутри единства ислама опять возникли этносы. Как мы уже упоминали, иногда проповедь объединяет группу людей, которая становится этносом, например, турки-османы или сикхи в северо-западной Индии. Кстати говоря, в империи османов были мусульмане-сунниты, подвластные султану, но турками себя не считавшие, арабы и крымские татары. Для последних не сыграла роли даже языковая близость к османам, значит, и вероисповедание – не общий признак этнической диагностики. Третий пример конфессионального самоутверждения этноса – сикхи, сектанты индийского происхождения. Установленная в Индии система каст считалась обязательной для всех индусов. Это была особая структура этноса. Быть индусом значило быть членом касты, пусть даже самой низшей, из разряда неприкасаемых, а все прочие ставились ниже животных, в том числе захваченные в плен англичане. Политического единства не было, но стереотип поведения выдерживался твердо, даже слишком жестоко. Каждая каста имела право на определенный род занятий, и тех, кому разрешалась военная служба, было мало. Это дало возможность мусульманам-афганцам овладеть Индией и измываться над беззащитным населением, причем больше всего пострадали жители Пенджаба. В XVI веке там появилось учение, провозгласившее сначала непротивление злу, а потом поставившие целью войну с мусульманами. Система каст была аннулирована, чем сикхи, название адептов новой веры, отделили себя от индусов. Они обособились от индийской целостности путем эндогамии, выработали свой стереотип поведения и установили структуру своей общины. По принятому нами принципу сикхов надо рассматривать как возникший этнос, противопоставивший себя индусам. Так воспринимают себя они сами. Религиозная концепция стала для них символом, а для нас – индикатором этнической дивергенции. Считать учение сикхов только доктриной нельзя, ибо если бы в Москве некто полностью воспринял эту религию, он не стал бы сикхом, и сикхи за своего его бы не сочли.
Сикхи стали этносом на основе религии, монголы — на основе родства, швейцарцы — вследствие удачной войны с австрийскими феодалами, спаявшей население страны, где говорят на 4 языках. Этносы образуются разными способами, и наша задача в том, чтобы уловить общую закономерность. Большинство крупных народов имеет несколько этнографических типов, составляющих гармоничную систему, но весьма разнящихся между собой как во времени, так и в социальной структуре. Сравним хотя бы Москву XVII века с ее боярскими шапками и бородами, когда женщины пряли за слюдяными оконцами, с Москвой XVIII века, когда вельможи в париках и камзолах вывозили своих жен на балы, с Москвой XIX века, когда бородатые студенты-нигилисты просвещали барышень из всех сословий, уже начавших смешиваться между собою. Добавим сюда декадентов XX века. Сравним их всех с нашей эпохой, и, зная, что это один и тот же этнос, мы увидим, что без знания истории этнография ввела бы исследователя в заблуждение. И не менее показателен срез пространственный по одному, допустим, 1869 году. Поморы, питерские рабочие, староверы в Заволжье, сибирские золотоискатели, крестьяне лесных и крестьяне степных губерний, казаки донские и казаки уральские были внешне совсем не похожи друг на друга, но народного единства это не разрушало. А близость по быту, скажем, гребенских казаков с чеченцами их не объединяла. Как ни странно, но предложенная здесь точка зрения встретила активное сопротивление именно там, где должна была бы обрести понимание. Некоторые этнографы противопоставили автору свою точку зрения и на взаимоотношения этнографии с географией, и на историю вопроса, то есть историографию. Сноска. Козлов, Покшишевский. Этнография и география. Страница 3-13. Конец сноски. Не стремясь вступать в полемику, я, тем не менее, не могу игнорировать концепцию, претендующую без достаточных оснований на каноничность. Это было бы академически некорректно. Становление этнографии как науки Козлову и Покшишевскому представляется так. До середины XIX века география и этнография развивались слитно, а затем этнография разделилась на общественно-историческое и географическое направление. К первому причислены Морган, Бахофен, Тейлор, Фрезер, Штернберг, ко второму Рацель, Синицкий и Кубер, а также французская школа «География человека». В предлагаемой классификации есть существенный дефект, по существу сводящий ее на нет. Представители направления интересовались разными сюжетами и уделяли свое внимание разным темам, а коль скоро так, то и противопоставление их не оправдано. Ведь когда Рацель пытался обосновать географичность этнографического районирования, он отнюдь не оспаривал концепции анимизма, симпатической магии или ритуального убийства жреца, то есть предметов, которым посвятил Фрезер свою знаменитую «Золотую ветвь». Однако именно наличию многообразных интересов разносторонних ученых авторы приписывают отделение этнографии от географии и рождение ее заново как общественной науки. Тут налицо некоторая путаница, чреватая печальными последствиями. Любая наука развивается путем расширения диапазона исследований, а не простой сменой тематики. Следовательно, если к достижениям географической этнографии добавлены исторические аспекты, это прогресс науки, а если одни сюжеты заменены другими, то это топтание на месте, всегда крайне ущербное.
Это, очевидно, ясно самим ученым, посвятившим очередной пассаж географии населения, находящейся на стыке обеих наук, но не включающей в себя этническую географию. Разница, по их мнению, в том, что для эконом-географов человек – важнейший субъект производства и потребления. Для этнографов же – носитель определенных этнических особенностей, культурных, языковых и других. Страница 7. Здесь согласиться с авторами упомянутой статьи никак нельзя. Ну, можно ли изучать эскимосов, не замечая их охоты на морского зверя, а ограничиваясь грамматическими формами глагола или представлениями о злобных духах моря и тундры? Или описывать индусов, не упоминая об их труде на рисовых полях, но подробно излагая теорию кармы и перевоплощения душ? Нет, характер трудовых процессов, потребления, войны, создание государства или падение его – такие же объекты этнографического исследования, как и свадебные обряды или ритуальные церемонии. А изучение народов в фазах их развития и в противопоставлении себя соседям немыслимо без учета географической среды. Равным образом не следует подменять этнографию учением о хозяйственно-культурных типах, характерных для народов, находящихся примерно на одинаковом уровне социально-экономического развития и живущих в сходных естественно-географических условиях, например, типы арктических охотников на морского зверя, скотоводов сухих степей и тому подобное. Сноска. Андрианов-Чебоксаров. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования. Советская этнография. 1972 год. Номер 5. Конец сноски. Это направление плодотворно для эконом-географии, но никакого отношения к этнографии не имеет и иметь не может. Например, чукчи оленные, то есть пастухи, и чукчи-охотники на морского зверя, чем они занимаются, когда у них пропадают олени, по предложенной классификации должны быть разнесены в разные разделы, хотя они единый этнос. А разве русские крестьяне Подмосковья, поморы и сибирские охотники на соболя не один этнос? Да ведь примером несть числа. Предложение Козлова сводится к упразднению этнографии и замене ее демографией с учетом занятий населения. Однако эта тема интереса у нас не будет. Столь же неверно приравнивать этнос к биологическим, таксономическим единицам, расе или популяции. Расы отличаются друг от друга физическими признаками, не имеющими существенного значения для жизнедеятельности человека. Сноска. Рогинский, Левин. Основы антропологии. Москва, 1955 год. Страницы 325-329. Конец сноски. Популяция – это совокупность особей, населяющая определенную территорию, где они осуществляют свободное скрещивание, будучи отделены от соседних популяций той или иной степенью изоляции. Сноска. Об этом подробнее в работе. Тимофеев, Рисовский. Микроэволюция. Элементарные явления. Материал и факторы микроэволюционного процесса. Ботанический журнал, 1958 год, том 43, номер 3. Конец сноски. Этнос, по предложенному нами пониманию, коллектив особей, имеющий неповторимую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения, причем обе составляющие динамичны. Следовательно, этнос – это элементарное явление, не сводимое ни к социологическому, ни к биологическому, ни к географическому явлениям. Сведение этногенеза
к языково-культурным процессам искажает действительность, умаляя степень сложности этнической истории, на что указал Брамлей, предложивший для прояснения вопроса ввести дополнительные термины «этникос» и «эсо» — этносоциальная организация. Сноска. Брамлей. Опыт типологизации этнических общностей. Советская этнография, 1972 год, номер 5, страница 61. И, видимо, не случайно в том же журнале год спустя напечатано еще одно филологическое исследование о термине «этнос», обосновавшее употребление его в том смысле, в каком оно формулируется у Гумилева и у Брамлея. Поплинский. К истории возникновения термина «этнос». Советская этнография, 1973 год, номер 1. Конец сноски. Допускаю, что можно не удовлетвориться его решением, но полностью игнорировать его некорректно. В заключение проверим тезис Козлова путем последовательного его применения к явлениям общеизвестным. По логике его постулата, люди, способные к изучению языков, должны принадлежать одновременно к нескольким этносам. Это нонсенс. Хотя есть много двуязычных и даже триязычных этносов, на базе лингвистической квалификации они не сливаются, ведь не стали же Пушкин и его друзья французами. И наоборот, мексиканцы и перуанцы говорят по-испански, исповедуют католичество, читают Сервантеса, но испанцами себя не считают. Больше того, они истратили 1 миллион человеческих жизней в войне, которую называли «освободительной». А в это же время индейцы Верхнего Перу и пустыни Чако сражались за Испанию, с которой у них не было ничего общего ни в культуре, ни в экономике, ни в языке. Но это вполне понятно, если учесть, что врагами индейцев были недалекие испанцы, а местные жители-метисы, отчасти обиспанившиеся, но противопоставившие себя бывшим соплеменникам, так как они к началу XIX века оформились в самостоятельные этносы. С позиции Козлова столь поздний этногенез необъясним. Происхождение от одного предка. В древние времена это считалось обязательным для этноса. Часто в роли предка, за отсутствием реальной фигуры, выступал зверь, не всегда являвшийся тотемом. Для тюрок и римлян это была волчица-кормилица, для уйгуров – волк, оплодотворивший царевну, для тибетцев – обезьяна и самка Ракшаса, лесного демона. Но чаще это был человек, облик которого легенда искажала до неузнаваемости. Авраам, праотец евреев, его сын Исмаил, предок арабов, Кадм, основатель Фив и зачинатель беотийцев и так далее. Как ни странно, эти архаические воззрения не умерли, только на место персоны в наше время пытаются поставить какое-либо древнее племя, как предка ныне существующего этноса. Но это столь же неверно, как нет человека, у которого были бы только отец или только мать, так нет и этноса, который бы не произошел от разных предков. И не следует смешивать этносы с расами, что делается часто, но безосновательно. Основой для соблазна является предвзятое мнение, согласно которому процессы расогенеза, вероятно, развивались в определенных районах мира и были обусловлены спецификой природной среды этих районов, то есть климатом, флорой и фауной географических зон. Сноска. Козлов, Покшишевский. Этнография и география. Страница 10. Конец сноски. Тут налицо недопустимая подмена объекта, то есть первичная раса произвольно приравнена к этносу. Разберемся.
В эпоху Верхнего Палеолита, когда в Европе господствовали субарктические условия при высокой аридности климата, долину Роне заселяли негроиды расы Гримальди, а в тропических лесах Африки обитала кайсанская раса, совмещающая монголоидные и негроидные черты. Эта раса древняя. Генезис ее не ясен, но оснований считать ее гибридной нет. Негроиды банту вытеснили кайсанцев на южную окраину Африки в эпоху вполне историческую, около I века нашей эры, а позднее процесс продолжался вплоть до XIX века, когда бичуаны загнали бушменов в пустыню Калахари. Вместе с тем в экваториальной Америке не возникло негроидности, хотя природные условия ее близки к африканским. Аридную зону Евразии населяли европеоиды кроманьонского типа и монголоиды, но к схождению расовых признаков это не повело. В Тибете монголоидные боты соседили с европеоидными дардами и памирцами, а в Гималаях — гурки с патанами. Но сходность природной среды на расовый облик не повлияла. Короче говоря, следует признать, что функциональная связь антропологических различий между различными популяциями и географическими условиями населяемых ими регионов не ясна. Более того, нет уверенности, что она вообще наличествует в природе, тем более, что это мнение идет вразрез с достижениями современной палеоантропологии, строящей расовую классификацию не по широтным зонам, а по меридиональным регионам: атлантическому, коему причислены европеоиды и африканские негроиды, и тихоокеанскому, к которому отнесены монголоиды Восточной Азии и Америки. Сноска. Алексеев. В поисках предков. Москва, 1972 год. Конец сноски. Эта точка зрения исключает воздействие природных условий на расогенез, ибо обе группы формировались в разных климатических зонах. Этносы, наоборот, всегда связаны с природным окружением благодаря активной хозяйственной деятельности. Последнее проявляется в двух направлениях: приспособление себя к ландшафту и ландшафта к себе. Однако в обоих случаях мы сталкиваемся с этносом как с реально существующим явлением, хотя причина возникновения его не ясна. Да и не надо сводить все многообразие изучаемой темы к чему-либо одному. Лучше просто установить роль тех или иных факторов. Например, ландшафт определяет возможности этнического коллектива при его возникновении, а новорожденный этнос изменяет ландшафт применительно к своим требованиям. Такое взаимное приспособление возможно лишь тогда, когда возникший этнос полон сил и ищет для них применения. А затем наступает привычка к создавшейся обстановке, которая для потомков становится близкой и дорогой. Отрицание этого неизбежно ведет к выводу, что у народов нет родины, понимаемой здесь как любимое всем сердцем сочетание ландшафтных элементов. Вряд ли кто-либо с этим согласится. Это одно показывает, что этногенез – процесс не социальный, ибо спонтанное развитие социосферы лишь взаимодействует с природными явлениями, а не является их продуктом. Но именно тот факт, что этногенез – процесс, а непосредственно наблюдаемый этнос – фаза этногенеза и, следовательно, нестабильная система, исключает любые сопоставления этносов с антропологическими расами, а тем самым с любыми расовыми теориями. В самом деле, принцип антропологической классификации – сходство, а люди, составляющие этнос, разнообразны. В процессе этногенеза всегда участвуют два и более компонентов.
Скрещение разных этносов иногда дает новую устойчивую форму, а иногда ведет к вырождению. Так из смеси славян, угров, аланов и тюрок развилась великорусская народность, а образование, включавшее монголо-китайских и маньчжуро-китайских метисов, часто возникавшие вдоль линии Великой Китайской стены в последние 2000 лет, оказались нестойкими и исчезли как самостоятельные этнические единицы. В Средней Азии в VII веке жили согдийцы, а термин «таджик» еще в VIII веке значил «араб», то есть воин халифа. Наср ибн Сейяр в 733 году, подавляя восстание согдийцев, был вынужден пополнять свои редевшие войска хорасанскими персами, уже принявшими ислам. Набрал он их много, и потому персидский язык стал господствовать в его арабской армии. После победы, когда мужчины-сагдийцы были убиты, дети проданы в рабство, а красивые женщины и цветущие сады поделены между победителями, в Согдиане и Бухаре появилось персоязычное население, похожее на хорасанцев. Сноска. Лев Гумилев. Древние тюрки. Москва. 1967 год, страницы 359-360, конец сноски. Но в 1510 году судьбы Ирана и Средней Азии разошлись. Ираном овладел тюрк Измаил Сефери, ревностный шиит, и обратил персов в шиизм, а Средняя Азия досталась узбекам-суннитам, и жившее там персоязычное население сохранило старое наименование таджик, чему до падения бухарской династии мангытов в 1918 году никакого значения не придавалось. Когда же в бывшем Туркменском крае были образованы Узбекская и Таджикская республики, то потомки хорасанских персов, завоевателей VIII века, жившие в Бухаре и Самарканде, при переписи записывались узбеками, а потомки тюрок, завоевателей XI-XVI веков, жившие в Душанбе и Шахрисябзе, таджиками. Оба языка они знали с детства, были мусульманами, и им было безразлично, как их запишут. За последние 40 лет положение изменилось. Таджики и узбеки оформились в социалистические нации, но как рассматривать их до 20-х годов, когда религиозная принадлежность определяла этническую, мусульмане и кафиры, а родов у таджиков не было? И ведь оба этнических субстрата, тюрки и иранцы, были в Средней Азии импортными этносами 1000 лет тому назад. Срок достаточный для адаптации. Видимо, здесь действует определенная закономерность, которую надлежит вскрыть и описать, но ясно, что общность происхождения не может быть индикатором для определения этноса, потому что это миф, унаследованный нашим сознанием от примитивной науки первобытных времен. Этнос как иллюзия. Но, может быть, этнос – просто социальная категория, образующаяся при сложении того или иного общества? Сноска. Козлов. Динамика численности народов. Москва, 1969 год, страница 56, конец сноски. Тогда этнос – величина мнимая, а этнография – бессмысленное времяпрепровождение, так как проще изучать социальные условия. Данная точка зрения ошибочна, что становится очевидным, если спекуляции подменить наблюдениями натуральных процессов, доступными вдумчивому человеку. Поясним это на реальных примерах. Во Франции живут кельты-бретонцы и иберы-гасконцы.
В лесах Вандеи и на склонах Пиренеев они одеваются в свои костюмы, говорят на своем языке и на своей родине, четко отличают себя от французов. Но можно ли сказать про маршалов Франции Мюрата или Ланна, что они баски, а не французы? Или про Д'Артаньяна, исторического персонажа и героя романа Дюма? Можно ли не считать французами бретонского дворянина Шатобриана и Жиля де Ретца, соратника Жанны д'Арк? Разве ирландец Оскар Уайльд не английский писатель? Знаменитый ориенталист Чокан Валиханов сам говорил о себе, что он считает себя в равной мере русским и казахом. Таким примером несть числа, но все они указывают, что этническая принадлежность, обнаруживаемая в сознании людей, не есть продукт самого сознания. Очевидно, она отражает какую-то сторону природы человека, гораздо более глубокую, внешнюю по отношению к сознанию и психологии, под которой мы понимаем форму высшей нервной деятельности. Ведь в других случаях этносы почему-то проявляют огромную сопротивляемость воздействиям окружения и не ассимилируются. Цыгане вот уже 1000 лет как оторвались от своего общества в Индии, потеряли связь с родной землей и, тем не менее, не слились ни с испанцами, ни с французами, ни с чехами или монголами. Они не приняли феодальных институтов обществ Европы, оставшись иноплеменной группой во всех странах, куда бы они ни попадали. Иракезы до сих пор живут маленькой этнической группой, их всего 20 000 человек, окруженные гипертрофированным капитализмом, но не принимают в американском образе жизни участия. В Монгольской Народной Республике живут тюркские этносы, сойоты, урянхайцы, казахи и другие, но, несмотря на сходство материального и духовного развития общества, они не сливаются с монголами, составляя самостоятельные этносы. А ведь уровень развития общества, состояние его производительных сил одни и те же. И наоборот, французы выселились в Канаду в XVIII веке и до сих пор сохранили свое этническое лицо, хотя развитие их лесных поселков и промышленных городов Франции весьма различно. Евреи в Салониках живут эндогамной группой свыше 400 лет после своего изгнания из Испании, но по данным 1918 года они скорее похожи на арабов, чем на своих соседей греков. Точно так же немцы из Венгрии внешним обликом походят на своих соплеменников в Германии, а цыгане — на индусов. Отбор изменяет соотношение признаков медленно, а мутации, как известно, редки. Поэтому любой этнос, живущий в привычном для него ландшафте, находится почти в состоянии равновесия. Не следует думать, что изменение условий существования не влияет на этносы никогда. Иной раз оно влияет настолько сильно, что образуются новые признаки и создаются новые этнические варианты, более или менее устойчивые. Нам надлежит разобраться в том, как проходят эти процессы и почему они дают разные результаты. Известным советским исследователем Токаревым была выдвинута социологическая концепция, где вместо определения понятия этнической общности речь шла о 4 исторических типах народности в 4 формациях. Племя в общинно-родовой охватывает всю группу людей на данной территории, объединяя их кровно-родственными связями. Демос при рабовладельческой только свободное население, не включая рабов. Народность при феодализме – все трудящееся население страны, не включая господствующий класс. Нация в капиталистической и социалистической – все слои населения, расколотого на антагонистические классы. Сноска. Токарев. Проблема типов этнических общностей. Вопросы философии.
1964 год, номер 11, страницы 52-53. Также Агаев «Народность как социальная общность. Вопросы философии», 1965 год, номер 11, страница 30. Конец сноски. Приведенная выдержка показывает, что в слово «этническая общность» вкладывалось совсем иное значение, которое, может быть, в чем-то и помогает, но лежит вне поля зрения исторической географии и вообще естественных наук. Поэтому спор с этой концепцией был бы неплодотворен, так как он свелся бы к тому, что называть этносом. А что толку спорить о словах? Между Западом и Востоком. Пока мы знакомились с культурами Средиземноморья, мы находились в среде привычных понятий и оценок. Религия означала веру в Бога, государство – территорию с определенным порядком и властью, страны имели названия, народы – этническую принадлежность, а реки и озера находились на определенных местах. Вот только привычные названия «Запад» и «Восток» вели себя не совсем географично. Марокко считалось Востоком, а Венгрия и Польша – Западом. Но к этой условности все успели примениться, и путаницы понятий не возникало. Этому весьма способствовала изученность предмета, знакомого даже не специалистам вследствие чтения художественной литературы и наличия живой традиции. Но как только мы пересечем горные перевалы, разделяющие Среднюю и Восточную Азию, мы попадем в мир иной системы отсчета. Здесь мы встретим религии, отрицающие существование не только божества, но и мира, окружающего нас. Порядки и социальные устройства будут противоречить принципам государства и власти. В безымянных странах мы найдем этносы без общности языка и экономики и даже иной раз территории, а реки и озера будут кочевать, как пастухи-скотоводы. Те племена, которые мы привыкли считать кочевыми, окажутся оседлыми, а сила войск не будет зависеть от их численности. Неизменными останутся только закономерности этногенеза. Иной материал требует иного к себе подхода, а, следовательно, иного масштаба исследования. В противном случае он останется непонятым, а книга станет ненужной читателю. Читатель привык к европейским терминам. Он знает, что такое король или граф, канцлер или буржуазная коммуна. Но на Востоке ойкумены не было эквивалентных терминов. Хаган не король или император, а выбранный пожизненно военный вождь, по совместительству выполняющий обряды почитания предков. Ну разве можно представить себе Ричарда «Львиное сердце», служащего за упокойную мессу по Генриху II, которого он довел до инфаркта? Да еще, чтобы при этой мессе присутствовали представители гасконской и английской знати. Ведь это бред. А на востоке Великой Степи он был бы обязан это сделать, иначе его тут же бы убили. Такие наименования, как китайцы или индусы, эквивалентны не французам или немцам, а западноевропейцам в целом, ибо являются системами этносов, но объединенными на других принципах культуры. Индусов связывала система каст, а китайцев – иероглифическая письменность и гуманитарная образованность. Как только уроженец Индостана переходил в мусульманство, он переставал быть индусом, ибо для своих соотечественников он становился отщепенцем и попадал в разряд неприкасаемых. Согласно Конфуцию, китаец, живущий среди варваров, рассматривался как варвар, зато иноземец, соблюдающий китайский этикет, котировался как китаец. Для сравнения этносов Востока и Запада нам необходимо найти правильные соответствия с равной ценой деления. Ради этого исследуем свойства этноса как природного явления, присущего всем странам и векам.
Для достижения поставленной цели необходимо очень внимательно относиться к древним традиционным сведениям о мире, не отвергая их заранее только потому, что они не соответствуют нашим современным представлениям. Мы постоянно забываем, что люди, жившие несколько тысяч лет тому назад, обладали таким же сознанием, способностями и стремлением к истине и знанию, как и современные люди. Об этом свидетельствуют трактаты, дошедшие до нас от разных народов разных времен. Вот почему этнология является практически необходимой дисциплиной, ведь без ее методики значительная часть культурного наследия древности остается для нас недоступной. Для понимания истории и культуры Восточной Азии обычный подход не годится. При изучении истории Европы мы можем выделить разделы «История Франции», «Германии», «Англии» и так далее, или «История древняя», «Средняя», «Новая». Затем, изучая историю, допустим, Рима, мы касаемся соседних народов лишь постольку, поскольку Рим с ними сталкивался. Для западных стран такой подход оправдывается полученными результатами, но при изучении Срединной Азии этим способом мы удовлетворительных результатов не получим. Причина этого глубока. Она в том, что азиатские понятия термина «народ» и европейское его понимание различны. В самой Азии этническое единство воспринимается по-разному, и если даже мы отбросим Левант и Индию с Индокитаем, как не имеющие прямого отношения к нашей теме, то все же останутся три различных понимания – китайское, иранское и кочевническое. При этом последнее варьирует особенно сильно в зависимости от эпохи. В хунское время оно не таково, как в уйгурское или монгольское. В Европе этноним – понятие устойчивое. В Срединной Азии более или менее текучее, в Китае поглощающее, в Иране исключающее. Иными словами, в Китае для того, чтобы считаться китайцем, человек должен был воспринять основы китайской нравственности, образования и правил поведения. Происхождение в расчет не принималось, язык тоже, так как и в древности китайцы говорили на разных языках. Поэтому ясно, что Китай неминуемо расширялся, поглощая мелкие народы и племена. В Иране, наоборот, персам нужно было родиться, но сверх того обязательно было почитать Агура-Мазду и ненавидеть Аримана. Без этого нельзя было стать арийцем. Средневековые сасанидские персы не мыслили даже возможности кого-либо включить в свои ряды, так как они называли себя «благородные» — «номдорон», а прочих к их числу не относили. В результате численность народа падала неуклонно. О парфянском понимании судить трудно, но, по-видимому, оно не отличалось принципиально от персидского, только было несколько шире. У хуннов для того, чтобы считаться хунном, надо было быть членом рода, но войти в род можно было путем брака или по велениям шаньюя. Тогда человек становился своим. Наследники хуннов, тюркюты, стали инкорпорировать целые племена. На базе восприятия возникли смешанные племенные союзы, например, казахи, якуты и тому подобные. У монголов, весьма вообще близких к тюркам и хуннам, получила преобладание орда, то есть группа людей, объединенных дисциплиной и руководством. Тут не требовалось ни происхождения, ни языка, ни вероисповедания, только храбрость и готовность подчиняться. Ясно, что название «орд» не этнонимы, но при наличии орд этнонимы вообще пропадают, так как в них нет нужды. Понятие «народ» совпадает с понятием «государство». В связи с этим мы должны твердо запомнить, что понятие «государство» во всех перечисленных случаях различно и при переводе незаменимо. Китайское «го» изображается иероглифом,
ограда и человек с копьем. Это отнюдь не соответствует английскому «state» или французскому «état», или даже латинскому «imperium» и «республикае». Также далек по содержанию иранский «шахр» или приведенный термин «орда». Нюансы различия оказываются подчас значительнее элементов сходства, а это определяет поведение деятелей истории. Что кажется чудовищным европейцу, естественно, для монгола и наоборот. Причина не в разной этике, а в том, что предмет, в данном случае государства, не идентичен. Поэтому мы будем фиксировать не только сходство, но и разницу, чтобы не вгонять исследуемые нами народы в прокрустово ложе схемы. Конечно, нас не может не огорчать весьма распространенное мнение, будто все государственные формы, общественные институты, этнические нормы и даже манеры изложения, не похожие на европейские, просто отсталые, несовершенные и неполноценные. Банальный европоцентризм достаточен для обывательского восприятия, но не годен для научного осмысления разнообразия наблюдаемых явлений. Ведь с точки зрения китайца или араба неполноценными кажутся западные европейцы. И это столь же неверно, а для науки бесперспективно. Очевидно, нам следует найти такую систему отсчета, при которой все наблюдения будут делаться с равной степенью точности. Только такой подход дает возможность сравнивать непохожие явления и тем самым делать достоверные выводы. Все перечисленные здесь условия исследования обязательны не только для истории, но и для географии, поскольку она связана с человеком и географическими названиями. На Западе страны различают по именам, а на Востоке — страна и народ без имени. Между восточной границей мусульманского мира и северо-западной окраиной Срединной империи, которую мы называем Китаем, лежит страна, которая не имеет определенного названия. Это тем более странно, что географические границы этой страны весьма четко обозначены, физико-климатические условия ее оригинальны и неповторимы. Население же многочисленно и издавна причастна к культуре. Эта страна была прекрасно известна и китайским, и греческим, и арабским географам. Ее посещали русские и западноевропейские путешественники. В ней неоднократно велись археологические раскопки. И все называли ее как-нибудь описательно, а самоназвание она не завела. Поэтому просто укажем, где эта страна находится. От Памира на восток тянутся два горных хребта. Кунь-Лунь, южнее которого расположен Тибет, и Тяньшань. Между этих хребтов лежит песчаная пустыня Такламакан, прорезанная многоводной рекой Тарим. Эта река не имеет ни истока, ни устья. Началом ее считается Арал, то есть остров между рукавами трех рек — Яркендарьи, Аксударьи и Хатандарьи. Конец ее иногда теряется в песках, иногда доходит до озера Карабуранкёль, а иногда наполняет Лобнор, озеро, постоянно меняющее место. Сноска. Мурзаев. Природа Синьцзяна и формирование пустынь Центральной Азии. Москва, 1968 год. Страницы 185-190. Конец сноски. В этой странной стране реки и озера кочуют, а люди ютятся у горных подножий. С гор стекают пресные ручьи, но тут же исчезают под грудами осыпей и выходят на поверхность на изрядном расстоянии от хребтов. Там располагаются оазисы, а потом реки снова теряются, на этот раз в песках.
В этой экстраординарной стране расположена самая глубокая впадина, дно которой лежит на 154 метра ниже уровня океана. В этой впадине находится древний культурный центр – Турфанский оазис. Как занимались науками и искусствами при летней жаре, доходящей до 48 градусов по Цельсию, и зимних морозах до 37 ниже нуля по Цельсию, невероятной сухости осеннего воздуха и сильных весенних ветрах. Но ведь занимались и с немалыми успехами. Древнее население этой страны не имело самоназвания. Ныне принято называть этих людей тохарами, но это не этноним, а тибетское прозвище «загар», что значит «белая голова», блондины. Жители разных оазисов говорили на различных языках индоевропейской группы, в числе которых был даже западноарийский, не похожий на известные в Европе. На юго-западе страны у подножия Кунь-Луня кочевали тибетские племена, находившиеся в тесном контакте с обитателями Хотана и Яркента, но не смешивавшиеся с ними. Сноска. Гумилев. Терракотовые фигурки обезьян из Хотана. Опыт интерпретации. Сообщение Эрмитажа, 1959 год, том 16, страницы 55-57, конец сноски. В первые века нашей эры в эту страну проникли с запада саки, поселившиеся южнее Кашгара, до Хотана, и китайские эмигранты, бежавшие от ужасов гражданских войн у себя дома. Китайцы устроили себе колонию в Турфанском оазисе Гаочан. Она продержалась до IX века и исчезла без следа. Как видно, подобрать название для страны по этнониму невозможно. А ведь это было культурное поселение, наладившее хозяйство, которое следует считать лучшим в древнем мире. Природа оазиса в Центральной Азии издавна была приведена в гармонию с потребностями человека. Турфанцы освоили иранскую систему подземного водоснабжения кяризы, благодаря чему орошенная площадь кормила большое население. Урожай собирали 2 раза в год. Турфанский виноград по праву может считаться лучшим в мире. Дыни, арбузы, абрикосы с весны до поздней осени. Посевы длинноволокнистого хлопчатника защищены от ветров пирамидальными тополями и шелковичными деревьями, а кругом каменная пустыня из обломков растрескавшихся скал, щебня и валунов, через которые не пробьется ни дерево, ни куст. Сноска. Прекрасное описание природы этих мест. Мурзаев. Путешествие без приключений и фантастики. Москва, 1962 год, страницы 52-58, конец сноски. Это надежная защита оазиса от больших армий. Перебросить пешее войско через пустыню очень трудно, потому что надо везти с собой не только пищу, но и воду, что чрезмерно увеличивает обоз, а набеги легкой конницы кочевников не страшны крепостным стенам. Второй крупный центр этой страны, Карашар, лежит в горах около пресного озера Баграшкуль. Этот город имеет земли тучные, изобилует рыбой, хорошо укреплен самой природой и легко защищаться в нем. Сноска. Бичурин, Иокинф. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии. Составители Гумилев и Хван. Чебоксары, 1960 год, страница 558, конец сноски. Из Баграшкуля вытекает Канчедарья, питающая Лобнор. Вдоль ее берега можно, не страдая от жажды, добраться до многоводного Тарима, окаймленного зарослями тополей, тамариска, облепихи и высокого тростника, скрывающими стада благородных оленей и диких кабанов.
Сноска. Мурзаев. Путешествие без приключений и фантастики. Страницы 113-129. Конец сноски. Древней идеологией оседлых жителей этой страны был буддизм в форме хинаяны, малой переправы или малой колесницы, то есть наиболее ортодоксальное учение Будды без примесей, которую назвать религией нельзя. Бога хинаянисты отрицают, ставя на его место нравственный закон кармы, причинной последовательности. Будда — человек, достигший совершенства и являющийся примером для любого другого человека, желающего освободиться от страданий и перерождений путем достижения нирваны, состояния абсолютного покоя. Достичь нирваны может лишь целеустремленный человек, архат, святой, не зависящий ни от божественного милосердия, ни от посторонней помощи. «Будь светильником самому себе», — говорят хинаянисты. Само собой разумеется, что становление на путь совершенствования — дело немногих. А что же делать прочим? Они просто занимались повседневными делами, уважали архатов, слушали в свободное время поучения и надеялись, что в будущих перерождениях сами смогут стать святыми подвижниками. Но ведь мы уже видели на других примерах, как мало влияет догматика на этнический стереотип поведения. Архаты, купцы, воины и земледельцы Турфана, Карашара и Кучи составляли единую систему, для которой буддизм был только окраской. Однако окраска предмета играет свою роль, подчас существенную. Хинаяническая община дожила до XV века, а Махаяна — учение расплывчатое, разнохарактерное и сложное. В Яркенде и Хотане, очевидно, не случайно уступило место исламу уже в XI веке. Пришедшие в Турфан кочевые уйгуры исповедали манихейство, но, видимо, так же формально, как турфанцы, буддизм. Сноска. Подробнее об этом в работе Лев Гумилев «Древние тюрки», страницы 381-386, конец сноски. Как самостоятельное исповедание, манихейство исчезло еще до XII века, но манихейские идеи вошли в некоторые буддийские философские направления и в несторианство, которое в XI веке совершило по всей Центральной Азии победный марш. В эти века жители Турфана, Карашара и Кучи стали называть себя уйгурами. Несториане в Уйгурии ужились с буддистами, несмотря на присущую им нетерпимость. Очевидно, христианство было желанным для людей религиозного склада, далеких от атеистических абстракций ханаяны. Христианами становились также купцы, ибо буддийское учение запрещает ставшим на путь прикосновение к золоту, серебру и женщине. Поэтому люди религиозные, но принимавшие активное участие в экономической жизни, были вынуждены искать такое вероучение, которое бы не препятствовало жить и работать. Следовательно, можно сделать вывод, что для обеих идеологических систем нашлись подходящие экологические ниши. Богатство этой страны базировалось главным образом на выгодном географическом расположении. Через нее шли два караванных пути, один севернее, а другой южнее Тяньшаня. По этим путям китайский шелк тек в Прованс, а предметы роскоши Франции и Византии — в Китай. В оазисах караванщики отдыхали от тяжелых переходов через пустыни и откармливали своих верблюдов и лошадей. В связи с этим у местных женщин весьма развилась первая древнейшая профессия, а мужья разрешали женам эти заработки, часть из которых шла в их карманы. И уйгурки
так к этому делу привыкли, что даже когда благодаря союзу с монголами Уйгурия сказочно разбогатела, то жители ее просили монгольского хана Угедея не запрещать их женам развлекать путешественников. Сноска. Книга Марко Поло под редакцией Магидовича. Москва-Ленинград, 1956 год, страницы 81-82, конец сноски. Этот обычай, правильнее сказать, элемент этнического стереотипа поведения, оказался более стойким, нежели язык, религия, политическое устройство и самоназвание. Стереотип поведения складывается как адаптивный признак, то есть как способ приспособления этноса к географической среде. Имена же здесь менялись чаще, чем носившие их этносы, причем смена этнонимов объяснялась политической конъюнктурой. Богатое и многочисленное население этих плодородных оазисов могло без труда прокормить воинственных кочевников, тем более что сначала уйгуры, а потом монголы приняли на себя защиту своих подданных от внешних врагов. За 300 лет уйгуры растворились среди аборигенов, но заставили их сменить тохарский язык на тюркский. Впрочем, это не стоило им усилий, потому что в XI веке на наречиях тюркского языка разговаривали все народы, от лазоревых волн Мраморного моря и лесистых склонов Карпат до джунглей Бенгалии и Великой Китайской стены. Столь широкое распространение тюркоязычия делало этот язык удобным для торговых операций, а жители оазисов обеих половин Средней Азии одинаково любили торговать. Поэтому смена родного, но малоупотребительного языка на общепонятный прошла без затруднений не только в северо-восточной части бассейна Тарима, но и в юго-западной, где роль уйгуров приняли на себя тюркские племена Ягма и Карлуки. Однако разница между ними и уйгурами была огромна. Уйгуры не затронули ни быта, ни религии, ни культуры своих подданных, а карлуки, принявшие в 960 году ислам, превратили оазисы Кашгар, Яркент и Хотан в подобие Самарканда и Бухары. Таким образом, географически монолитная область оказалась разделенной на два этнокультурных региона, отнюдь недружелюбных по отношению друг к другу. Но силы были равны, а расстояния между оазисами огромны и труднопроходимы, поэтому положение стабилизировалось надолго. Эта ситуация объясняет, почему страна осталась без единого наименования. В древности китайцы называли ее Сиюй, то есть западный край, и концом его считали Луковые горы, Памир и Алтай. Эллины нарекли эту страну Серика, а драгоценный товар, получаемый из нее, серикум, шелк. Этимологию этого слова я не берусь объяснить. В новое время употреблялись также условные названия: Кашгария, Восточный Туркестан или Синьцзян, то есть буквально новая граница, установленная маньчжурами в XVIII веке. Все эти названия для нашей эпохи не годятся. То, что для древних китайцев было Западом, в XII-XIII веках стало серединой. Назвать Туркестаном страну, населенную индоевропейцами, научившимися понимать тюркскую речь, нелепо. Кашгар еще не стал столицей, а новая граница не мерещилась даже на горизонте. Лучше уж оставим географическое условное наименование бассейн Тарима. Река — надежный ориентир, во всяком случае нейтральный и долговечный. Кроме того, термин «Синьцзян» включает в себя Джунгарию, тоже условное и позднее название, расположенную севернее Тяньшаня и имевшую совсем другие исторические судьбы. Восточную границу Уйгурии определить трудно.
За истекшие века она менялась значительно, и многие из перемен не датированы. Можно думать, что уйгурам принадлежал оазис Хами и, может быть, пещерный город Дуньхуан, сокровищница буддийского искусства. Но более восточные земли, оазисы предгорий Няньшаня, у уйгуров отобрали тангуты. Это народ, которого, как и уйгуров, ныне нет, хотя есть люди, называющие себя так, но и это мираж. Называющие себя уйгурами ферганские тюрки, выселившиеся на восток в XV-XVIII веках, а те, кого приняли за тангутов, кочевые тибетцы, реликтовый этнос, некогда злейшие враги тангутов. Итак, историческая критика показала, что в Азии смысл названий и звучание их совпадают не всегда. Чтобы избежать досадных и, увы, частых ошибок, необходимо разработать такую систему отсчета, которая была бы действительна и для Европы, и для Азии, и для Америки, Океании, Африки и Австралии. Но в этой системе смысл предпочитается фонетике, то есть в основе ее лежит не языкознание, а история. Этнос. Сочинение Широкогорова. Первая общая концепция этноса как явления самостоятельного, а не вторичного, принадлежит Широкогорову. Сноска. Широкогоров. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Известия Восточного факультета Дальневосточного университета. Шанхай. 1923. Том 1. Предисловие. Страницы 4-6. Далее цитируется названное издание. Конец сноски. Он счел этнос формою, в которой происходит процесс созидания, развития и смерти элементов, дающих возможность человечеству как виду существовать. Страница 28. При этом этнос определен как группа людей, объединенных единством происхождения, обычаев, языка и уклада жизни. Страница 122. Оба эти тезиса знаменуют состояние науки начала XX века. В аспекте географии признается среда, к которой этнос приспособляется и которой подчиняется, становясь частью этой среды, ее производной. Эта концепция была воскрешена Анучиным под названием «Единой географии», но признания она не получила. Социальная структура рассматривается как биологическая категория, новая форма приспособления, развитие которой идет за счет этнического окружения. Этнос получает импульсы изменений от своих соседей, поднимающих, так сказать, удельный вес его и сообщающих ему свойства сопротивляемости. Страницы 124-126. Здесь концепция Широкогорова перекликается со взглядом Тойнби о вызове и ответе, где творческий акт трактуется как реакция на вызов среды. Меньшее сопротивление вызывают общие выводы Широкогорова. Первое. Развитие этноса происходит по пути приспособления всего комплекса, причем наряду с усложнением некоторых явлений возможно упрощение других. Второе. Этносы сами приспосабливаются к среде и приспосабливают ее к себе. Третье. Движение этносов протекает по линии наименьшего сопротивления. Страницы 126-129. Это теперь не ново. И в том, что взгляды Широкогорова за полвека устарели, нет ничего удивительного. Хуже другое. Механическое перенесение зоологических закономерностей на историю, являющуюся для этнологии исходным материалом. Поэтому применение принципов Широкогорова сразу встречает непреодолимые затруднения. Например, тезис «для этноса любая форма существования приемлема, если она обеспечивает ему существование, цель его жизни как вида
страница 100, просто неверен. Индейцы Северной Америки и кочевники Джунгарии могли бы выжить под властью США или Китая ценой отказа от самобытности, но и те, и другие предпочли неравную борьбу без надежды на успех. Не всякий этнос согласен на подчинение врагу, лишь бы жить. Это ясно и без дополнительных аргументов. То, что стремление к захвату территории, развитию культурности и количества населения есть основа движения каждого этноса, страница 100, неверно, ибо реликтовые этносы отнюдь не агрессивны. Заявление, что выживают менее культурные этносы, страница 118, правильно только отчасти, так как в ряде случаев наблюдается их гибель перед лицом более культурного соседа, и уже совсем неприемлемо положение. Чем сложнее организация и выше форма специального приспособления, тем короче бытие вида, то есть этноса, страница 119. Наоборот, исчезновение этносов связано с упрощением структуры, о чем пойдет речь дальше. И все-таки книга Широкогорова для своего времени была шагом вперед, ибо расширяла перспективу развития этнографии в этнологию. И то, что пишу я, вероятно, будет через полвека переосмысленно, но это и есть развитие науки. В отличие от Широкогорова, мы располагаем системным подходом концепции экосистем, учением о биосфере и энергии живого вещества, биохимической, а также материалом о возникновении антропогенных ландшафтов в глобальных масштабах. Все это дает возможность предложить решение проблемы более совершенное, нежели это было возможно полвека назад. Состояния и процессы. Совокупность приведенных фактов показывает, что система категорий, положенных в основу концепции формации, принципиально неприменима к этногенезу. Эта система фиксирует состояние общества, определяемые способом производства, который, в свою очередь, зависит от уровня производительных сил, иначе говоря, от техносферы. Эта система отсчета весьма удобна при изучении истории материальной культуры, государственных институтов, стилей в искусстве, философских школ, короче всего, что было сделано руками людей. За последнее столетие она стала настолько привычной, что ее стали механически переносить на анализ этногенеза, декларируя, например, такие тезисы. Первый. Этнос – социальная общность людей. Сноска. Козлов. Что же такое этнос? Природа. 1971 год. Номер 2. Страница 74. Конец сноски. Второй. Этнос, как и класс, не социальная организация, а аморфное состояние, принимающее любую социальную форму племени, союза племен, государства, церкви, партии и так далее, и не одну, а одновременно нескольких. Кроме того, рекомендуется не смешивать этнос с биологическими категориями, какими являются расы, и с различными видами социальной организации. Сноска. Артамонов. Опять герои и толпа. Природа. 1971 год. Номер 2, страница 77. Конец сноски. Если первое определение сразу же разбивается о приведенные примеры, то второе заслуживает тщательного разбора, так как на базе этого, пусть неосознанного мнения, строились и распадались империи, что, разумеется, отражалось на судьбах подчиненных им народов. Понятие «состояние» имеет место и в природе, и в обществе. В природе состояние 4: твердое, жидкое, газообразное и плазменное. Переход молекулы костного вещества из одного состояния в другое требует дополнительной затраты энергии, равной скрытой теплоте плавления или парообразования.
Этот переход происходит небольшим рывком, причем процесс обратим. В живом веществе биосферы такой переход связан с гибелью организма и необратим. Это могло бы значить, что для организма есть только два состояния – жизнь или смерть. Но поскольку смерть есть уничтожение организма как целостности, то называть этот момент перехода состоянием нелепо. Что касается жизни организма, то это тоже не состояние, а процесс от рождения через зрелость и старость до смерти. Аналогом процесса жизни в костном веществе является кристаллизация минералов и последующая их метаморфизация в аморфные массы. Исследуя состояния и процессы, мы применяем всегда разную методику. Для состояния – классификацию по любому произвольно принятому принципу, удобному для обозрения явления в целом. Для процессов, особенно связанных с эволюцией или формообразованием, необходима систематика, основанная на иерархическом принципе, соподчинении сходных, хотя и неидентичных групп разного ранга. Такова систематика Линнея, усовершенствованная Дарвином. Иерархический характер системы органического мира обусловлен ходом и характером эволюционных процессов, неотделимых от жизни и обязательных для нее. Но как только жизнь замирает, возникает состояние, более или менее быстро разъедаемое воздействием среды, хотя бы последнее состояло из других мертвых состояний, также подверженных необратимой деформации. Значит, для организма, в том числе человеческого, есть только один способ попасть в состояние – стать мумией, а для этноса – археологической культурой. Иное дело – техносфера и связанные с ней производственные отношения. Здесь состояние есть. Из трактора легко сделать утиль, а из утиля – трактор. Надо только затратить некоторую, увы, немалую энергию. Есть состояния и в социальной жизни. Ныне они именуются гражданскими состояниями и регистрируются ЗАГСом. Раньше их называли сословиями. В переносном смысле можно назвать состоянием классовую принадлежность, но надо помнить, что она продукт производственных отношений и производительных сил, то есть тоже техносферы. Это состояние крайне неустойчивым. Воин, попавший в плен, становился рабом, а сбежав, мог превратиться в феодала. Для иерархического принципа в судьбе человека нет ни места, ни надобности, здесь достаточно простой фиксации. Итак, смены социальных состояний подобны, хотя и не идентичны, сменам природных состояний. Они обратимы и требуют для перехода из одного в другое вложения дополнительной энергии. Но таков ли этнос? Можно ли, сделав усилие, сменить свою этническую принадлежность? Видимо, нет, но уже это одно показывает, что этнос не состояние, тем более гражданское, а процесс. Аберрация, питающая концепцию состояния, связана с отсутствием у наблюдателя исторической перспективы. Полное затухание процесса этногенеза без посторонних нарушений укладывается в 1200-1500 лет, тогда как научный сотрудник посвящает плановой теме года 2, много 3. Поэтому минувшее представляется ему калейдоскопом без системы и закономерности, и он, зафиксировав несколько изменений в ограниченном регионе и одной эпохи, видит только скопище состояний, не связанных друг с другом, а лишь совпадающих по месту и времени. Так до появления геоморфологии люди не связывали наличие террас с эрозионной деятельностью, текущей где-то внизу рек, а горы считали вечными, чуть ли не изначальными формами рельефа. Увы, все доказательства в науке действенны
лишь при определенной степени эрудированности оппонента. Даже гелиоцентрическая система Коперника-Кеплера убедила лишь тех, кто в XVII веке достаточно знал астрономию, а открытие Менделя было повторено де Фризом. Вторым аргументом против концепции состояния является размытость границ между этносами в зонах этнических контактов. Если гражданское, то есть социальное состояние может быть изменено сразу, например, пожалованием дворянства, разжалованием в солдаты, продажей в рабство, освобождением из неволи и тому подобное, то этнические контакты в долине Хуанхэ, Константинополе или Северной Америке всегда процесс мучительный, долгий и весьма вариабельный, в том смысле, что результаты метисации часто оказываются неожиданными и уж всегда неуправляемыми. Последнее объясняется главным образом отсутствием разработанной этнологической теории, которая позволила бы действовать не вслепую, а с учетом последствий этнических процессов.